Tiger up the most historic. I'm telling you right now, the Tekken 7 top 8 from Tiger Uppercut. We are live in Thailand. Lumpini Stadium, make some noise! I love it! The electricity is in the air, Steve. Друзья, я вас приветствую. Tekken 7, топ-8, последний мастер-ивент, последний мастер-ивент и последний вообще ивент в рамках Tekken World Tour 2023. И это последний шанс на квалификацию. Очень многие потеряли эту возможность, очень многие, такие как Shadows, например. И сейчас скоро начнется топ-8, напоминаю, топ-8 вышли следующие игроки. Это Лоу-Хай, Ульсан, Атиф и, как ни странно, Хафиз Танвир, тоже из Пакистана. Очень много пакистанских игроков. По венерам Патлорс, местный тайландец, Арстон Эш, Черебреманга, Айоричи, по лузерам вышли. И, соответственно, до топ-8 не дошли такие игроки, как Пинья, Малик Эш, Хира, Джока, Шадоус, Али, Джисторм, Доджа, Хан, Шанель, Какома, Ми, Владимир. Очень много там Шинакума, Бук, Фейт. Очень много сильных игроков не дошли. Но важно здесь то, ребята, что здесь решается судьба 3 игроков. К ним не относится Атиф. Атиф Бат, действующий чемпион Tekken World Tour, пока что он, выйдя в топ-8 по венерам, уже минимум занимает 5-е место, а это значит, что он уже зарабатывает себе достаточное количество очков на пути в финалы. Поскольку Пиня уже вылетел с 9-го места, его судьба зависит целиком и полностью от игры Лоу-Хая. Лоу-Хай вышел по венерам, и ему нужна одна победа, один бой. То есть ему 5-го места ему мало, потому что по очкам он тогда не проходит. Ему нужна одна любая победа, неважно, в венерах или в лузерах. Только в этом случае он заработает определенное, нужное количество очков. То есть ему нужна минимум 4-е место. Минимум. Это Лоу-Хай. Если он займет 5-е место, то он не проходит по рейтингу. Он не зарабатывает достаточное количество очков. Но если он хотя бы 4-е место занимает, все, он проходит по рейтингу. И здесь же Пинья. То есть Пинья, японец, который уже вылетел, и у него такое количество очков, что он, в принципе, сейчас пока что проходит. Но чтобы ему проходить в финалы, ему нужно, чтобы Лоу-Хай проиграл, чтобы Лоу-Хай занял 5-е место, и тогда Лоу-Хай будет ниже Пиньи. Пинья тогда выйдет в финалы. Здесь есть определенный еще один человек, который, в общем-то, может теоретически рассчитывать на выход в финалы. Это великобританский игрок за Лео Айоричи. Он совершенно внезапно вчера после какого-то сумасшедшего матча вышел в топ-8 по лузерам. Тем не менее, Айоричи — это тот игрок, которому нужно здесь 2 условия для того, чтобы набрать достаточное количество очков, чтобы выйти в финал. Первое условие — он должен выиграть этот турнир, 1-е место, не меньше. Выиграть этот турнир. Второе условие, чтобы Лоу-Хай не дошел до 4-го места. То есть, чтобы Лоу-Хай проиграл и в полуфинале венеров, и в четвертьфинале лузеров, чтобы Лоу-Хай занял 5-е место. То есть, только при этих 2 условиях Айоричи получит шанс, получит, точнее, возможность выйти в финалы. Но, давайте прямо скажем, победить в этом турнире при таких участниках — это почти для него невыполнимая задача. То есть это должно произойти какое-то просто чудо, чтобы Айорич выиграл всех своих оппонентов и взял 1-е место. Это должно произойти настоящее чудо. И, конечно же, здесь очень большая проблема для Айоричи в том, что надо всех этих оппонентов пройти. Вот, это, знаете, я не знаю,
звезды должны сойтись в единую линию. Это все равно, что выиграть джекпот в лотерее. Не меньше. Вчера ситуацию с Микки, да, конечно, видел. Я на работе был, я смотрел. Ну да, его случайно там поставили на стрим, не знаю кто. Но в итоге там чатик возбухал, и, соответственно, его быстренько убрали после первого же боя. 12th for the LCQ Tekken World Tour Finals. I'll see you guys there. И таким образом, сегодняшний ивент — это последний ивент, это последняя возможность заработать очки. Таким образом, внимательно следим, я по крайней мере, внимательно слежу за ситуацией. Low-high, который, ну, очень прям много преодолел для того, чтобы выйти в эти финалы, в полуфинал винеров. И ему, повторяю, нужно 4-е место минимум. 4-е. То есть, если как бы он достигает 4-го места, все, он отбирается на финалы. То есть ситуация сейчас очень и очень плотная. Это последний ивент. Больше шансов взять очки Tekken World Tour просто-напросто не будет. При этом Ульсан, Арслан Эш, Черри Берри Манго, они уже заработали свое место в финалах. Соответственно, там у них первое, второе, третье место рейтинга, и, естественно, там ничто не сможет их сместить. Для них этот турнир — это как бы последняя тренировка. По поводу ситуации с Микки, ну, ребята, надо понимать, что и организаторы, ну, как бы, им не нужен лишний шум. То есть, что вот начнет вот чатик возбухать, а потом и Намка Бандай начнет претензии предъявлять, и на следующий год их могут лишить лицензии проводить турнир по Tekken. Ну зачем им это надо, правильно? Вы всегда смотрите, вы как бы просто смотрите с позиции игрока, и вам кажется, что это несправедливо. Вы смотрите также с позиции и организаторов. Организаторы тоже не хотят рисковать. То, что да, они пустили на стрим Микки, может быть, это и не случайно было. Может быть, они просто, ну, как бы решили, что, ну, запустят и все, ничего страшного не будет. А тут началось вот это вот все, и сразу же на это обратили внимание, ну и они быстренько переключились. То есть суть в том, что они могли лишиться просто-напросто возможности проводить вообще Tekken World Tour на следующий год. Ну, как пример, понимаете, что это определенные штрафы, это определенная потеря спонсоров, и это, соответственно, потеря как бы, интереса со стороны комьюнити турнирных. Зачем такие риски им тоже нужны? То есть я как бы не оправдываю ни в коем случае, просто смотрите шире. Но всегда смотрите на ситуацию с разных точек зрения. Понятно. Комментаторы глушат. В смысле, я их вроде потише сделал. Так, ну что ж. А чё вы тогда молчали? Господи, я 20 минут назад трансляцию запустил, а вы что, все это время молчали и не слышали меня, что я говорил? Ну что ж, друзья, ведущий нам говорит... Сейчас представит нам. Между прочим, вот этот финал Thaiger Uppercut проходит на реальном ринге. То есть это реальный как бы стадион боксерский. Вот. И, соответственно, на этом боксерском стадионе вполне себе профессиональный ринг. И сейчас приглашаются игроки Low-High. Игрок на Брайане, игрок на Шахине, игрок на Стиве Фоксе. Для него, повторяю, нужна одна победа. Только одна победа. И все. То есть 4-го места ему вполне будет достаточно для того, чтобы выйти в финалы Tekken World Tour. Этого будет достаточно. Вполне.
Ульсан. Ульсан, игрок за Боба, игрок за Казуми. Он себе обеспечил целиком и полностью место в финалах, так что он ничем здесь не рискует совершенно. И у него второе место в рейтинге, и это вряд ли изменится, поэтому он на 100% уже себе обеспечил победу. Ну, не победу, точнее, а выход в финал. They came back from a hiatus, and it seems like they haven't lost a step. Maybe they warmed up just a little bit, but here they are right now in the iconic Lumpini Stadium, about to start off their. Я тебе сказал, как оно есть, а ты уже дальше предъявляешь претензии организаторам турнира. Я не организовывал турнир. Что ты от меня хочешь? The reigning TWT champion, a Tiff Butts. Действующий чемпион Tekken World Tour, представитель Пакистана, Атиф, игрок за Мордука, игрок за Акуму, напоминаю, действующий чемпион. Он вышел, поскольку он вышел здесь уже в топ-8 по венерам, то есть это минимум 5-е место, а это значит, что он уже обеспечил себе место в финалах. Уже обеспечил. Человек, от которого никто не ожидал, что он выйдет в финалы, ну, топ-8, да еще и по венерам, да еще и победив 3 прям очень грозных соперников. Хафиз Танвир, игрок из Пакистана, игрок за Клаудио, у него нет никаких шансов выйти в финал Tekken World Tour, потому что, ну, по рейтингу имеется в виду, потому что у него, по сути, там, за плечами только 1 или 2 максимум турнира, короче говоря, ничтожное количество очков, поэтому даже победа ему здесь ничего не даст. Единственный представитель местного файтинг-комьюнити, Татлос, игрок ну, еще Латифлой он даже. То есть это единственный представитель местного комьюнити, Таиланде. Никто не ожидал вообще, что он выйдет в топ-8, все ожидали от Бука, что он выйдет в топ-8, но это было, Бук очень далеко вылетел. Только подбор, на удивление, вышел в топ-8 по лузерам. If there was a David and Goliath story, it had to be the hometown hero to go up against one of the goats of Tekken 7. Like you said, the four-time champion. Here he is, folks. My man's like, you know what? If you're gonna get to this TWT final over me, with me, you're gonna earn it. And some of you are gonna have to beat me, and that's crazy to say. As a great man once said, to be the man, you've got to beat the man, and he is gracing the stage right now. This is the best chance than ever because he is actually in losers. Courtesy of Lohai. That's crazy. That in itself is a story, right? The fact that Lohai is the person that took out Arslan Ash, returning to the competitive Tekken 7 scene, and putting a name on his belt like Arslan Ash, that's a big one. Another big one, CBM Cherry Berry Mango. We've been talking about his story in Tekken 7 all weekend. The fact that he has come from the gen, and now he's stuck to the Noctis, playing to the camera like he's playing this Noctis very well on top of that. And I like the fact that CBM is showing up so much. Я потерял мысль, блин. Арслан Эш, да, игрок за Кунимицу из Афину, самый титулованный здесь, представитель Пакистана тоже. Как ни странно, он оказался в лузерах, и, между прочим, его туда отправил сам Лоухай, что говорит о том, что Лоухай намерен прям серьезно здесь сделать результат. Черри Берри Манго, игрок за Ноктиса, между прочим, он номер 3 в рейтинге сейчас находится. Игрок за Ноктиса, также вышел по лузерам. Ну и последний игрок, который вышел по лузерам в топ-8, это Айо Ричи, представитель Великобритании. Игрок на Лео. У него здесь задача стоит просто непосильная. Просто непосильная. Ничего не меняется? В смысле, я же сделал тише. I would have to say, you know, aside from Pat Lors coming from losers, Ao Richie as well, you know, another underdog in his own right. Айо Ричи единственный представитель Запада в этом топ-8. И задача у него непосильная. Выиграть этот турнир
только тогда ему достаточно будет очков рейтинга Tekken World Tour для того, чтобы выйти в финал. Но Лаки Хлоя, Патлор сыграет за Лаки Хлоя, но вообще его мейн это Лили, а Лаки Хлоя это как бы, ну, второй персонаж. Но мне кажется, не возьмет он Лаки Хлоя в любом случае. Его первый там противник это Арсенал Эш. Но не знаю, посмотрим, насколько Патлор готов сделать чудо, сделать результат. Вот. Что касается всего остального, Айо Рич, и, конечно же, за этим всем наблюдает очень внимательно Пинья, потому что пока что Пинья находится на 19-й строчке рейтинга, с учетом всего, с учетом результатов этого турнира. И поскольку он номер 19 в рейтинге, а напоминаю, что в финалы Tekken World Tour выходят лучшие 19 игроков рейтинга, сейчас пока что Пинья выходит по рейтингу этому финалу. Но, опять-таки, он уповает на то, должен уповать на то, что Лоу-Хай проиграет все-таки оба своих боя, 2 боя, и, соответственно, займет 5-е место. В этом случае Пинья остается на 19-й позиции и проходит в финал. Лоу-Хай же, ему нужно один бой выиграть. Один бой, неважно, в винерах, либо в лузерах. Минимум 4-е место. Тогда он достигает необходимого количества очков и выходит в финал. Но, конечно, тут Лоу-Хай, напоминаю вам, у него путь был весьма интересный. В том числе и потому, что он убрал не абы кого в лузера, а самого Арсенала Эша, между прочим. Также я напоминаю вам, что Лоу-Хай это, так сказать, игрок достаточно именитый, между прочим, чемпион Evolution 2018. Вот. И встретится он против Ульсана, который в этом сезоне показывает просто какие-то фантастические результаты. Ульсан игрок на Бобе. Ну, Казуми он может, конечно, взять, но основной все-таки персонаж у него это Боб. Я пока напомню вам. Трансляция у них лагает, все-таки лагает. Так. Я пока напомню вам, что Блин, опять у них отвалилась трансляция. Вообще просто у них отваливается трансляция уже 3-й раз. Пока вам напомню, пока не восстанавливаю трансляцию, что в финалы Tekken World Tour вышли Арсен Эш, Ульсан, Черри Манго, Джон Динг, Ни, Ранг Чу, Джока, Анакин, Дэниэль Мадо, Раев, Какома, Ао, Чикурин, Тибетана, Джо Фьюри, Супер Акума и Бук. Бук и Атиф еще. То есть вот эти игроки, они на 100% уже вышли в финалы Tekken World Tour. Вот. Это получается 18 игроков. И последним будет либо Пинья, либо Лоу-Хай, либо, как ни странно, Айо Рич. Ну, посмотрим. Отвалилась у них снова трансляция. Ждем восстановления. Storm, Uncle Ben, Shinakuma, every other Thai player we were able to see on stream. Shoutouts to you guys. You had it like it was no easy bracket you guys had to go through, but you got your hometown boy Pat Lors that is going to be fighting his way out of the losers bracket against ours. Мы ожидаем начала матча, первого матча. Это Лоу-Хай против Ульсана. Так уж получилось по сетке, что вообще на этом турнире очень много было пакистанских игроков, причем даже тех, которые малоизвестны. И вот один малоизвестный пакистанский игрок, как раз таки Хафиз Танвир, он вышел в топ-8, причем по винерам. И на самом деле вчера этому, в принципе, очень многие удивились, в том числе и я. Причем он 3, супер прям сильных игроков убрал в лузера. Но что-то подвисает трансляция, друзья. Что-то как-то это не очень хорошо. Как-то это очень даже
Я бы даже сказал, плохо очень, что But it's usually the Brian and Steve, two characters that you need impeccable timing, and both characters operate on a different level, so it's hard to just make the switch right away. Really goes for those counter hits, so it just shows that, you know what, the ring rust, I don't know if you believe in that, Steve, because he's clearly doesn't, I mean, he shook it off if he had one. Ну и, собственно, I mean, he literally will switch up. We saw it in the last qualifying match. He will switch up. Like, последний Просто они запустили, видите, топ-8 в очень большой спешке. Короче, они опоздали на целых 1,5 часа с расписанием, потом еще проводили где-то около часа шоу-матч. И, собственно, в итоге всего они там торопились запустить трансляцию по Текену и на целый час все равно опоздали. For sure. So allow us to reintroduce Low-High for you guys that have been that followed him previously, and then he kind of had that hiatus. And also allow us to introduce Ulsan, another guy that has been making so much waves. He's actually number 2 in the rankings, so he's kind of like номер 2 в рейтинге. Вообще Ульсан и Черебариманга, они посетили очень много турниров в этом сезоне, и во многих турнирах они показывали стабильно высокие, точнее во всех турнирах они показывали стабильно высокие результаты, поэтому у них очень высокий рейтинг, 2-3 место, соответственно. Естественно, уже как бы они обеспечили себе место в финалах. Итак, ну а для Лоу-Хая сейчас, прямо сейчас может определиться его участие в финалах. Прямо сейчас. Итак, поехали. Goosebumps. Number 1, Low-High, Ulsan, Low-High начинается со Стива Фокса. Ну и Ульсан с Казуми. Повторяю, для Ульсана не принципиально в этом турнире как бы вообще выиграть, либо какую-то позицию занять повыше и так далее. То есть он все равно обеспечил себе место в финалах. А вот уже для Low-High это важный момент. То есть он должен здесь выигрывать топ-4. Итак, поехали. Бросочек рвет Low-High. Я думаю, что он максимально сосредоточен для того, чтобы прямо сейчас решить. И магическая четверка от Ульсана залетает. Ага, стенка, есть волсплат, гарантия. Много дэмэджа сносит, хеллсвип, еще в стенку впечатывает и валранинг 2. Ой-ой-ой, плохо дело у Ульсана. Найс, хорошо присел. Ой-ой-ой, рейдж драйв пропускает Ульсан. Угу. Так, ох, ничего себе, вот это D4 от Ульсана. Вы видели, как он захайкрашил-то красиво, а? Вот это да. Очень сильная игра. Magic 4 заходит от Ульсана. Хороший сайдстеп и хороший вив паниш от Low-High. Отлично. Окей. Хороший сайдстеп. О, Unblockable заходит от Low-High. Очень-очень много. Конечно, когда отдаешь инициативу Стиву целиком и полностью, за это очень быстро поплатишься. Так. 1-1-2 есть от Ульсана. Чего? Нейтрал-джамп, окей. ВСН 4-4. Вив паниш, конечно, машет Ульсан. Почем зря. Ага. Так, квадранин 2. Паниш. Есть паниш от Low-High. Так. Magic 4. Ой-ой-ой, залетает от Ульсана. Ага. Рейдж загорается. Так. И 1-1-2. Доконфермил Ульсан. Хорошо. Раунд снова за ним. Так. Лоу. Обратите внимание, что на Magic 4 очень прям рассчитывает Ульсан. И не зря, потому что проходит достаточно часто. Стомп проходит от Low-High. Хорошо присел под хаем. 1-1. На паниш. Валранин заходит. Рейдж драйв заходит от Ульсана. Это очень быстрый рейдж драйв. Очень короткий, но очень быстро. Однако Лоу дожимает Low-High. И раунд 2-2 по раундам.
Ага. Паниш, есть этого хоп-кика облоченного. Очень часто, обратите внимание, лоу-хай, гарантия? Да. Лоу-хай сидит. Он ждет этого стендовой четверки. Это первый матч. Отличный сайдстеп от лоу-хая. Вайл раннинг 2. Прессинг опция у Казуми. Напоминаю, плюс на блоке. Очень опасная опция. 1-1-2. Хорошо. Так, так. Ах, нету паниша. Однерочкой не дотянулся Ульсан. Рейстрайк пропускает Ульсан. Ой-ой-ой. И это смерть? Да, должен убить. И это 1-0 в пользу лоу-хая. Лоу-хай. Так, так, так. Ну что ж, друзья. Лоу-хай должен сейчас, точнее не должен, а если он заберет сейчас еще один бой, он гарантирует себе выход в финалы. И все вопросы финалистов будут сняты в первом же бою. Но для этого сначала надо выиграть. Wall's gonna be a thing. I feel like even though Kazumi isn't as strong, some players, some people will tell you that she's not as strong on the wall since they nerfed her. На панише и на контрхите различается? Нет, не должны различаться. Итак, второй бой. Это, знаете, такой, видно, что игроки знают друг друга, поэтому такой майндгейм здесь подключается очень серьезно. D4. Ой, хорошо сайдстепнул Ульсан. Так. Оп, Рейдж перебивает. Ага, D1. Так. Есть наказание. Есть наказание от Ульсана. Сыграл аккуратно. И забирается он еще будет. Раунд. Ага. 1-1-2 на паниш. Вайлрайн 2 промахнулся, но нету паниша от лоу-хая. Так. Хорошо дакнул. Наказал. Очень часто дакает лоу-хай, обратили внимание? Прям, ну, зачастую, я бы даже сказал. Вытягивает на себя Ульсан. Так. Кантер-хит заходит от лоу-хая и раунд за ним. Ага. Найс. Так. Пропускает Ульсан. 1-1. Машет. И вниз вперед 4. Длинная такая ножка. Лоу-хай понимает, что на Magic 4 очень часто рассчитывает Ульсан, и поэтому он так часто сидит. Прессинг через миды. Есть наказание рифнутого броска. Ох, Вайлранин 2 заходит. Еще Вайлранин 2. Так, и один пиксель, да. Достает при помощи лоу. И раунд в пользу Ульсана еще один. Рвет бросок. Окей. Так. Так. Хорошо. Отличный сайдстеп, но однерочка не дошла у Ульсана. Слишком... Так. Промахнулся. Точнее, не промахнулся, а сайдстепнул лоу-хай. И Вайлрайн 4-4. Есть наказание. Охо! И рейдж-драйв заходит от Ульсана. Стенка. Есть волсплат. Та-та-там. Дэмэдж. Паниш! Ой-ой-ой! На пауэр краш понадеялся Ульсан сейчас. И за это поплатился сполна. Ну что, это матчпоинт для лоу-хая. Этот раунд может стать для него победным. Потому что победным в том плане, что он может заработать путевку прямо сейчас, если выиграет. Еще стеночка. Так. Не стал доделывать, кстати, гарантию, для того, чтобы плюсов побольше было. Ульсан имеется в виду. Не вперед 4. 1-1. 1-1 чекает Ульсан. Рейдж-драйв. Все, поблочил Ульсан. Ага. Хорошо, D1 спешл мидом перебивает. Так, еще один состав. Паниш. Да, есть паниш от лоу-хая. И 1-1-2. И это 1-1. Не собирается Ульсан так просто отдавать эту позицию. Не собирается.
Хочешь выйти в финал и Tekken World Tour? Заработай это право. Все очень просто. Майндгейм такой очень сильно подключается. Поехали. Ну что ж. 1-1. Видно, что Лоухай настраивается, пытается прям активно настраиваться на бой. Мозговой процесс идет. They don't even like the. They don't. Ну They что, поехали. like the night. What? You got a problem with Posh now? Look, bless their hearts. Bless their hearts. I don't have a problem with it, Posh. I just want you to know. There's a helicopter that's jamming to Решающий it. бой. And the helicopter goes off every time. It's like the breakdown. Шанс уже был у Лоухая забрать. Look at that. Look at that. Так, с однерочкой машет Ульсан. Проверяет. Бросок рвет. Ага. Стойка. Использует Лоухай. Лоу. Мид. Окей, 1-1. Так, спешл мидом перебивает. Ой-ой-ой, трейд. И вип-паниш есть от Лоухая. Спешл мидом дважды перебивает Ульсан. Окей. Так, лоу, мид. Ага. Ой-ой-ой, хорошо. Magic War. Очень осторожен с этим Лоухай. Да, и рейдж драйв. Он ждал рейдж драйва. Так. Сайдстеп. И вип-паниш хоп-киком от Ульсана. Стенку проламывает. Так. Тихо, тихо. Рейдж драйв, да. Да. Перетерпел. Трейд. Ай, не завип-панишил Лоухай. Он не завип-панишил. Слишком далеко была Казуми. И он промахнулся. Да. Это раунд был его, по сути. Но не тут-то было. Оп, хоп-кик заходит от Ульсана. Начинает миксовать он этот хоп-кик с Magic Four. Хорошо. И ой-ой-ой, бросок. И это раунд. Нет, на стенку положил, но не доконфермил. И чуть-чуть ХП остается. Пиксель. Так, так. Ой-ой-ой. Блин. Еще один лоу. Так. Так. Рейдж драйв! И в хит попал! В хит рейдж драйв он попал! Ой-ой-ой-ой-ой, как же Ульсан не добил, не дожал. Утемился и в итоге проиграл этот раунд. Господи, как же у них все близко. Хорошо, присел под Magic Four Лоухай. Так. Трейд. Этот контрхит. Тихо. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. И да, дожимает Лоухай. Ну что ж, один раунд, Лоухай. Прессит Лоухай. Фоминг. Так. Ай-яй-яй, вифнул броском, но Лоухай не успел сориентироваться, не успел наказать. Так. While Running 2. Да. Паниш, конечно, доделал свингу блок Ульсан сейчас. Понадеялся. Оу, кантер-хит от Лоухая. И это смерть? Да, это должна быть смерть. Лоухай забирает этот бой и выходит в финал винеров. Ну что, друзья, это значит, что Лоухай забирает топ-3, минимум третье место в этом турнире, а это значит, что он набирает необходимое количество очков для того, чтобы выйти в финалы Tekken World Tour. Ну что ж, можно поздравить Лоухая. Первым же боем он снял все вопросы о своем участии. Господи, я помню, когда объявили списки финалистов, не финалистов, а рейтинга Tekken World Tour где-то месяца 2, может 3 назад, Лоухай с ужасом смотрел и думал,
и написал в Твиттере, что он с ужасом думает над тем, как он будет их догонять, потому что он очень поздно, ну, как бы, вошел в эту борьбу за очки Tekken World Tour. И каждый турнир он старался на каждом турнире по максимуму быть, ну, за исключением прям американских турниров, до которых слишком далеко ехать. Вот. И в итоге всего сегодня, наконец-таки, Лоу-Хай решил все свои проблемы и решил все в свою пользу. И теперь Лоу-Хай выходит в финалы. Выходит в финалы Tekken World Tour 2023. Снял он все вопросы о своем участии в финалах. А это значит, что у Ая Рич не будет представлен в финалах. И это значит, что Пинья, японский игрок за Мастер Эван, тоже остается на 20-м месте. И значит, что он не будет участвовать в финалах. То есть Пинья тоже не добирает очков. Вчера была еще интрига в том, что сможет ли Shadows набрать очки для выхода в финал Tekken World Tour, но нет. Ответ нет, потому что Shadows не смог вчера выйти в топ-8, то есть он занял 13-е, извиняюсь, место. Ну и, соответственно, там этого ему никак не хватает для того, чтобы ворваться в рейтинг. Ну что ж, а у нас впереди следующий бой. Это Атив, между прочим, действующий чемпион Tekken World Tour, победитель ТВТ Finals 2022, игрок за Акуму, но здесь он также, ну, в большей степени вообще-то играл на Мордуке. И против него Хафиз Танвир. Весьма необычно видеть его, ну, как бы, это никому неизвестный игрок из Пакистана, который убрал в лузера не абы кого, а самого Ни, Джоку и Черри Берри Манго, между прочим. То есть троих прямо суперсильных игроков. Игрок за Клаудио. Соответственно, Атив убрал в лузера Айо Рича, убрал в лузера Пинью и Голд Стандарта. Понятное дело, что Хафиз Танвир уже не имеет никаких шансов, повторяю, никаких, выйти в финал Tekken World Tour, потому что очков у него недостаточно, если только он там не выиграет Last Chance Qualifier. Ну а Атив Бат, между тем, он уже себе обеспечил место в финалах, я видел минимум на 5-е место в этом турнире. Вив Паниш есть. Но смотрите-ка, Атив Бат взял Баба. Вообще необычно в том плане, что, ну, как бы, игрок за Акуму, он известен как игрок за Акуму, прежде всего. Ай-яй-яй. Найс. Хороший конферм. Ага. Оп, Паниш. Все. И Рейдшарк тут же вкачивает Атив Бат, все четко. И дожимает. Бам. Найс. Атив Бат тоже перед этим турниром, ну, до конца не было известно, сможет ли он участвовать в финалах, в том плане, что наберет ли достаточное количество очков. Но он вышел минимум на 5-е место, а это значит, что уже сможет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, помним. Есть Випаниш и хороший конферм. Убивай. Найс, найс. Идеально законфермил сейчас Хафиз Танвир и забирает раунд. Так, хорошо. Оп, бросочек рвет. Но хоуминг тут же. Джеб-джеб. Хорош. Сэпит Ативбат. Вообще очень, ну, непривычно Ативбата видеть в таком качестве. Ну, я имею в виду в качестве игрока за Боба. Так, хорошо. Последний 4. Оп. Так, джеб-джеб, джеб-джеб. Хорошо. Отсыдбоков. Атив. Оп. Второй удар не стал доделывать, кстати говоря. Мид. Ой-ой-ой, последний 4 зашел. Так, рейдж-драйв палит. Так. Ой-ой-ой, микс. Мид угадал. Ну как угадал? Может, увидел, конечно, но вы посмотрите, как замечательно. Забирает Хафиз Танвир еще один раунд. Тут же с прессинга начинает Ативбат. Так, так. О, хелл свип от сайдстепил.
Ох, Power Crush, ну вовремя остановился Атифбат. Стенка, да, есть стенка, проламывает Атифбат. И волтплат. Гарантия. Так, так. Ой-ой-ой, на второй удар полез. Полез Хафиз. И забирает раунд Атиф. Так. Ага, D2 Special Mid. Оп, привет, бросок Хафиз Энвир. Вив Паниш. Ну что ж ты хоп-кик-то не всадил? Ага, момент. Лоу. Раннинг 2. Это хай, но плюс на блоке. Паниш! Ага, второй хеллсвип пихнул Атифбат. И за это Хафиз Энвир наказывает. Ой-ой-ой, за кривой стеночки дропнул. Так, так. Старбёрст есть. Блин, пали! Ох, и забирает раунд Хафиз Энвир. 1-0. Ага. Ребята, кто этот парень? Что это за человек? Откуда он взялся? Кто он такой? Запомните его имя, кричит Тести Стива. Хафиз Энвир, друзья. Но надо понимать, что Атиф, скорее всего, ну, естественно, он понимает, что это, по сути говоря, он уже себе обеспечил выход в финалы, поэтому, ну, ему не страшно здесь проиграть, поэтому нет такого напряжения для него. Все, берет наконец-таки нормального для себя персонажа, Акуму. Эксперименты с Бобом закончены. И погнали. Ага. Оп, мид и трейд. Вив Паниш есть от Хафиз Энвира. Очень далеко достает этот холминг, конечно, у Клаудио. Наказывай. Есть наказание от Атифа. Ага. Через джеб-то у Акумы наказание побольнее это будет, чем у Боба. Ага. Кантер-хит заходит от Атифбата. Так, стенка. Ломай. Ломает пол. Ривал-сплат. Конечно. Та-та-та-та-та. Почти убивает. Так. Один пиксель остается у Хафиза. И он ждал этого рейдж-драйва какого-нибудь, но Хафиз не стал делать, не стал палить. Хорошо встречает. Нет, вифнул. Хоть и далеко Хоминг это достает, но в данном случае тушка Акумы была слишком далеко. Вив Паниш! Хороший от Хафиз Энвира. Все четко было сделано. Протаскивает. Ага, о, не сломал пол. Так. Вайлдстендинг 2 на Вив Паниш от Атифбата. Так, так, стенка. Да, есть стеночка. О, господи. Как же он протащил далеко. Ай-яй-яй, дропнул чуть-чуть. Ох, как рискнул Хафиз Энвир. Он сделал... Это был риск. Он сделал этот хоп-кик и залоу-крашил D3 у Акумы. Напоминаю, что если бы он попал в блок, то вот такой бы паниш был у Атифбата. Стенка, конечно. Ломает пол, Атифбат. Ага. Так. Холминг. Очень часто... О, хорошо присел под хаем Атифбат. И наказание в виде вайлдстендинга 2, конечно же, не заставило себя долго ждать. Ага. Лоу. Так. Вот это камбэчище. Хафиз Энвир. Да что ж он творит-то, а? Так. И стенка далеко, слишком далеко. Кантер-хит заходит от Атифа. Ага. Так. D3. Оп. Есть паниш. Что, рейдж горит у Хафиз Энвира. Ой-ой-ой, D4. Вив Паниш, да, махнул неаккуратно Хафиз Энвир. Но Атифбат за Вив Панишел. Так. Все еще матчпоинт для Хафиза. Ой-ой-ой. Найс конферм от Атифбата.
Оп. Wild Standing 2. Еще раз на хайкраш заходит от Атифа. Не убьет, но будет близко. Так. Оп. Один пиксель остается. Доделал! Доделал эту стрингу Хафиза. Это был риск. Мид. Обманул Атиф, намиксил. И таким образом это 1-1. And it just so happens that the random stage gods were on his side, going for that stage. He's maximized most of the floors. I believe he got 2 out of the 3, and he's also got совсем молодой этот самый Хафиз Танвир. И уже топ-8 мастер ивента. Ну что ж, очень много воды пьет Атифбат. Кстати говоря, перед этим турниром, прямо перед этим турниром, рейтинг там был обновлен как раз таки, для того, чтобы он был прям совсем наглядный. Итак, поехали. Так, джеб-джеб. Хорошо. И хоуминг на Оки. Дважды причем. Лиф-паниш. Есть джеб-паниш от Хафиза. Лоу-паниш. Васен 4, конечно. Ой-ой-ой. Вот это. Заряжал фокус-атаку свою Атиф. Наказал. Ай-яй-яй, не достал своего лоу. Чуть-чуть не достал на паниш Хафиз Танвир. Так, будет ломать. Нет, не стал ломать балкон. Прессинг. Мид. Еще мид. Ай. Вау, какой вив-паниш от Атифа. Вы видели? Я не знаю, это как он так рассчитал-то, а? Жесть. Паниш. Не достал, не достал. Д4 слишком далеко было. И не достал на паниш Хафиз Танвир. Ой-ой-ой. И его снова запанишили за это. На пол хп. О боже мой. О боже мой. Так, D4. Ага. Так, волкраш. Прессинг. Да. И заходит D3 от Атифа. Конферм Тацумаку и Перфи. Жесть. И это матчпоинт для Атифбата. Неужели упущенные 2 матчпоинта Хафиза Танвира потеряны безвозвратно? Ну, не знаю, не знаем. Сейчас посмотрим, сможет ли он камбэкнуться в Ластен 4. Ага. Так. Оп. Порвал Атиф. Так, Валранин 2. И ДП делает икзовый Атифбат. Хорошо. Найс антиэрил. Ага. И Старбёрст заряжает. Ой-ой-ой, с воздуха забирает Хафиз Танвир. И ДП на вейке делает Атиф. Мид. И джебом 10 фреймов забирает Атиф этот бой 2-1. И он выходит в топ-3 по винерам на лоу-хая. Ну а Хафиз Танвир спускается в лузера. Ух, неужели сказка, так сказать, Хафиз Танвира закончена? Tiger Uppercut, that's actually crazy. Dude, and we were talking about the storylines. He is hungry for those points, and now Low-High is actually going to go up against Атиф. Ну что ж, таким образом, Атифбат уже минимум 3-е место занимает, а это значит, что он получает довольно большое количество очков, потому что... Так, потому что я вам напомню, что 3-е место это уже 220 поинтов, что очень немало. И из этих 220 все 220 заходят в копилку Атифа. У Атифа сейчас на текущий момент 570, то есть у него уже минимум 790 очков. Минимум. Если он как бы даже закончит на 3-м месте. 790 поинтов, что дает ему 12-е место уже. Bruh, do you understand what could happen here? Do you know what Pat Lors could accomplish? Ну что ж,
А впереди у нас следующий бой. Арслан Эш против Патлорса. Боже мой. Ну, местный герой Патлорс. Человек, который, ну, единственный таиландский игрок, который сумел прорваться в топ-8. Между прочим, его сбросил в лузера Ульсан. Что же касается Арслана Эша, то Эш сбросил лузера Лоу Хай, как я ранее говорил. Ну, конечно же, это объясняется еще и тем, что Лоу Хай просто дичайше мотивирован был на то, чтобы зарабатывать эти очки, потому что другого шанса больше не будет. Он в итоге выполнил свою задачу. Арслан Эш спустился в лузера. Но Арслан Эш, конечно же, это человек, который уже обеспечил себе естественное место в финалах, причем с первого места при любом раскладе. На его счету победа в комбо-брейкере, на Evolution Japan и на Evolution обычном. То есть это максимальное количество очков, что только можно вообще вытащить. Ну и стоит вспомнить, что Арслан Эш, мало того, он является чемпионом, четырехкратным чемпионом Evolution. То есть он выиграл Evolution в 2019 году, Evolution Japan в 2019, Evolution в 2023 и Evolution Japan в 2023. То есть вот так вот. Вот такой его послужной список. Все, что можно, выиграл, кроме одного. Финалов Tekken World Tour. Он не является чемпионом Tekken World Tour. И, конечно же, он хочет это звание. Но это будет определено, сможет или нет, это будет определено уже только 13-14 января. На непосредственно финал. Все внимание здесь сейчас, все внимание публики, конечно, приковано к молодому человеку справа, к Патлорсу. Игрок за Лили, и разок он взял Лаки Хлою, кстати говоря. Ну, не знаю. Напомню, что Арслан Эш это игрок за Кунимицу, ну и за Фину еще он брал. В принципе, Кунимицу его основной сейчас, на текущий момент, персонаж, но начинает за Финой, как ни странно. Итак, поехали. But if you would like Arslan Ash to take the set, make some noise! Here we go, I hear it, I hear it, I hear it. But excuse me, Thailand! If you would like Pat Lars to take the set, make some noise! Yo. Oh, that's kind of one-sided. Even production is over here clapping. Yo, ну что ж, поехали, друзья. Слили начинает Патлорс, по крайней мере. В запасе есть Лаки Хлоя, но вот эти все трюки с попытками выхода на Калифорния Ролл с Лаки Хлоей против Арслана Эша вряд ли будут работать. Итак, поехали. Лузера. Сразу же спросите, конечно же, Арслан Эш начинает. Нельзя позволять Лили выходить на комфортную дистанцию. Лоу. Ага. Но вот эти стоечки могут очень сильно напрягать. G4 всаживает Патлорс. Пауэр краш. Ага. Сом. Так, Вастлейн 4 от Арслана Эша. На встречных курсах идет, начинается, по крайней мере, бой. Оу, Вайлстендинг 2, как же пропускает сейчас Патлорс. И первый раунд за Арсланом Эшем. Насколько долго продлится сказка Патлорса? Ну, неизвестно. Так, ой, плюсами жмет. Иви в паниш. Так, от Арслана Эша. Стомп. Да, наказывает Вайлстейнингом 4. Ой-ой-ой. Пытается... Ох, господи. Ну, смотрите-ка, Патлорс не позволяет, так просто не отдает инициативу. Ага, Лоу пропускает этот дебаггер Патлорс. И, соответственно, 2-0 уже по раундам в пользу Арслана Эша. Со слайдом подъезжает. Довольно опасно. Оп. Так.
Пока контролирует... Ой-ой-ой, хороший вип-паниш от Арслана Эша. Пока целиком и полностью контролирует он ситуацию. Лоу со стоечкой фламинго. Есть лоу-сплат. Хорошо. Протаскивает до угла. Да, до стены почти. Ой-ой-ой, на сайдстепе. Как достает сейчас Арслан Эш этим лоу. Холминг. Очень хороший холминг у Зофины, который крайне далеко достает. Вип-паниш есть от Арслана Эша. Так, Рейдж загорается и в стеночку впечатывает Арслан Эш 1-0. Очень уверенный первый бой. Так, Патлорс. Что-то это. А, Бук там стоит, кстати, нам из-за монитора не видно, но это Бук. Подошел Патлорс к Буку, чтобы сейчас определить, стоит ли брать сейчас Лаки Хлою, или все-таки не стоит. Сам Бук, на удивление, далеко отлетел, то есть он занял 25-е место. Ну и, кстати говоря, Бук, он играл здесь за Акуму, как ни странно, а не за Джина. Мы-то его знаем как эксперта по Джину, но тем не менее все чаще и чаще он его променивает на Акуму. Но Бук не слишком мотивирован был выиграть этот турнир, в кавычках не мотивирован, потому что все-таки он уже заработал себе путевку в финалы, так или иначе, в любом случае, поэтому с ним все нормально. Итак, поехали. Ребят, уровень звука нормальный? А то что-то вы молчите так все. Уже довольно давно. Итак, поехали. Второй бой. Не стал он менять на Лаки Хлою, он, в смысле, Патлорс. Так. Джаб встречает. Оп. Вы смотрите-ка, Вейда подключил Патлорс. Так, лоу. Да, все нормально, хорошо. Ой-ой-ой, лаунчер заходит от Арслана Эша. Так. Норма, это хорошо. Окей. 24. Так, есть. Паниш. Есть паниш. Ой-ой-ой. Ой-ой, как контрхит заходит от Арслана Эша. И один раунд забирает Арслан Эш. С контрхита начинает Патлорс. И тут же впечатывает стеночку. Волсплат, пам-пам. Пол хп сразу же сносит. Толпа ликует. Ой-ой-ой, не рвет бросок Арслан Эш. И лоу перри. Ничего себе, перфект. Но ничего себе. Что-то как-то это неожиданно было. Так, бросок. Снова не рвет бросок Арслан Эш. Эш, просыпайся. Так, еще один бросок. И снова не рвет. Что это? Что это такое? Хороший сайдстеп. Дабл перфект? Серьезно? Серьезно? Арслан Эш? Вот это да. Контрхит. Конферм. Есть конферм от Арслана Эша. Ага. Так, холминг, лоу, бросок, не, порвал Арслан Эш. Так. Видите, он не давал сетапить Арслан Эшу стойки. Ой-ой-ой, это очень ансуэйв. Конечно же, наказывает Арслан Эш, естественно. Такое прощать нельзя. Паниш? Доделал стрингу Арслан Эш. Вип-паниш. Оу, рейдж драйв делает Патлорс, но там затяжной очень удар, и поэтому Арслан Эш успел свой холминг всадить. Ну и это матчпоинт для Арслана Эша. Вип-паниш, конечно, плюс на блоке. Лоу. Пропускает Патлорс. Стоечка. Опасно так лезть, конечно, на стойку Зофины с фламинго. Ой-ой-ой. Чуть-чуть хп остается у Патлорса. Лоу. Трейд. Так. Нет. Все-таки чудо не случилось, но 2 перфекта Патлорс взял. Это, конечно, было красиво, но с точки зрения результативности все-таки маловато. Итак, таким образом, Арслан Эш выходит в четвертьфинал лузеров, в принципе, достаточно уверенно забрав этот бой. И он выходит против Хафиза Танвира, против второго
против второго пакистанского игрока, того самого, молодого. Ну а впереди нас ждет следующий матч. Это Айо Ричи, Лео плеер из Великобритании, против Черри Берри Манго, игрока из Южной Кореи, соответственно, это Нохтис плеер. Причем, я уже говорил, что Ульсан и Черри Берри Манго это два игрока, которые в этом сезоне крайне стабильны, очень много турниров посещают и очень много турниров, в общем-то, выигрывают на двоих, имеется в виду. А очень часто мы даже видели картину, что они первые и вторые места занимали. Напомню вам, что Черри Берри, также у него есть теоретически в запасе джин. Теоретически. Джин, между прочим, на счету у Черри Берри Манго выигранный мастер-ивент Fighter Showdown, который в Индии проходил, и Кейптаун Showdown, выигранный челленджер ивент, что тоже немало на самом-то деле. Вот. Повторяю, у Черри Берри Манго третье место в рейтинге. Поэтому он целиком и полностью обеспечил себе место в финалах. Вот. Теоретически, сейчас я посмотрю по рейтингу, он может, в принципе, подняться на второе место. Но, ну, как бы, нужно это или нет, это вопрос, конечно же, совершенно другой. Вот. Что касается его оппонента, то у Айо Ричи дела идут... ну все, Айо Ричи потерял все шансы на выход в финалы. То есть я напомню, что чтобы заработать достаточное количество очков, ему надо было, во-первых, выигрывать вообще весь этот турнир, и во-вторых, чтобы Лоу-Хай проиграл 2 своих боя и занял 5-е только место. Но поскольку одно из условий уже нарушено, Лоу-Хай выиграл свой бой и занял 3-е место, минимум 3-е место, то есть топ-3. Вот. А это значит, что Айо Ричи теряет все шансы на выход из группы. Айо Ричи, у него на счету не так-то много, на самом деле, турниров было, если так посмотреть. И очень многих удивило, что он вышел в финалы. Получается, у хотя у него достаточно много турниров. Он во многих турнирах участвовал, просто... вот, получается, он на Эволюшене 9-е аж место взял. Он взял 9-е место на Миксапе, на мастер-ивенте. И он занял 9-е место на комбо... Нет, не на комбо-брейкере, извиняюсь. 9-е место на VS-файтинге. Ну, то есть у него 3 9-х места в 3 мастер-ивентах. То есть сейчас он минимум топ-8, то есть минимум 7-е место. А это значит, что он прибавит очки к своему счету, но все равно их мало. То есть это очень мало будет. Все-таки, видите, 9-х мест на мастер-ивентах недостаточно. На челленджер-ивентах у него 2 места по 5-е место на 2 турнирах. То есть Clash of the Olympias 5-е место и Brussels Challenge 5-е место. Это по 45 поинтов. И 13-е место у него было на Хедстомпере в Швеции. Это плюс 5 всего лишь поинтов. Ну, то есть тоже не так уж и много. 95 в сумме, там плюс 90 и 70 за мастер-ивенты, и плюс 55 за доджи-ивенты, и в итоге 310 очков, что дает ему текущее 40-е место. Ну, как вы понимаете, 40-е место это очень-очень мало. Нужно больше гораздо. И сейчас он уже потерял все шансы на то, чтобы выйти в финалы. То есть... единственная, ну, типа, призрачная надежда, что кто-то из текущих финалистов по той или иной причине отвалится, не сможет приехать там, или что-нибудь типа того. Кстати, я забыл сказать, что, между прочим, Арслан Эш, он написал в Твиттере, что у него там дома, он хочет поскорее вернуться домой, потому что у него дома произошло какое-то счастливое событие. Ну, там в Твиттере я написал. Все тут же начали, конечно, предполагать, что, наверное, у него ребенок родился. Ну, типа. Вот.
Не знаю, дальше я Твиттер не чекал, может быть и в этом дело. Вот. Что у него там за радостное событие произошло, не знаю, но если произошло, то уже хорошо. Так. Я напоминаю, что получается, что Лоу-Хай и Атих уже в финалах. Пинья не смог получить слот в финалах. То есть Пинья занимает 20-я позицию. Аноним, спасибо большое за донат, спасибо за 1000 рублей. Очень приятно, что поддерживаете, ребят, очень приятно. Спасибо большое. Так, что касается остальных, смотрите, получается, в финалы вышли 7 корейских плееров. Это Ульсан, Черебери, Джон Динг, Ни, Рангчу, Какома и Лоу-Хай. 2 пакистанца, Арсланеш и Атиф Бат. 2 американца, это Анакин и Джо Фьюри. 2 японца, это Ао и Чикуин. Бук из Таиланда, Тибетана из Испании, Раев из Саудовской Аравии, Даниэль Мады из Италии, Джока из Великобритании и Супер Акума из Франции. Вот. То есть такой состав уже сейчас, понятное дело, известный на финалы Tekken World Tour. Ну и плюс напоминаю, что есть 20-й слот все-таки, а 20-й слот дается за победу в Last Chance Qualifier, который пройдет 12 января, за день до финала, собственно говоря. Вот, поэтому очень-очень это неплохо. Вы знаете, на этом турнире, на этом Thaiger Uppercut, крайне много было пакистанских плееров, о которых мы даже, не то чтобы прям совсем не знали, но которых мы не так часто видим на турнирах. Дело в том, что Пакистан, не такая богатая страна, и люди там не такие богатые, чтобы ездить там по всему миру на различные турниры, и поэтому, как правило, они приезжают только на турниры, которые вот рядом идут. То есть это в Азии, там, на Филиппинах, в Таиланде, в Индии, там, максимум Ближний Восток, там, типа Саудовской Аравии или, там, не знаю, африканского Кейптауна, собственно, Кейптаун, Шалдаун. То есть именно поэтому, как бы, пакистанцев могло бы быть больше в финалах. Но просто, ситуация такова, что не так много они ездят по различным странам, чтобы играть в различных турнирах. А так, вот этот вот пример с молодым Хафизом Танвиром, который игрок за Клаудио, показывает, что на самом деле там очень много сильных игроков, очень много. Ну и многие стали считать, что все-таки Пакистан сейчас в текущий момент является, как бы топовым регионом именно по части текенщиков. И что, типа, Корея в этом плане на втором месте все-таки. Не берусь об этом говорить, если честно. Судить. На колду бьют, да не важно. Давайте без спойлеров, ребята, потому что я все-таки собираюсь потом смотреть Capcom Pro Tour. Так что давайте без спойлеров. А то сейчас скажете, там на колду победил уже в турнире и так далее. Или там Минак победил. Не надо. Я просто по-человечески вас прошу, чтобы не спойлерить, что там на Capcom Pro Tour происходит, потому что я все-таки хочу это дело тоже посмотреть. Потом, после Tekken. Ну что ж. Так, у нас впереди следующий бой. Я уже говорил, да, об этом. Айричи против Черебери Манга. И, кстати, победитель выходит против Ульсана. Понятно, что Айричи, выйдя в топ-8, он уже как бы практически прыгнул выше головы. Айричи он убрал, между прочим, из турнира Хиру. И этот бой был очень захватывающим вчера.
Что касается Черри Барриманга... Айричи сбросил лузера Атив. Что касается Черри Барриманга, его сбросил лузера как раз-таки этот самый молодой пакистанец Хафиз Танвир за Клаудио. И сам Черри Барриманга, между прочим, из турнира убрал Малик Эша, еще одного пакистанского плеера, который занял в итоге 9-е место. Малик Эш, ну он не такой уж и неизвестный, кстати, игрок за Лео. Вот, Хира, Пинья, Шадоус, Джока. В итоге вот все они не дошли до топ-8. Причем, что уж говорить о таких игроках, как Какома, Шанель, Казимир. Все они не дошли. Ну что ж, ожидаем Айричи против Черри Барриманга. Понятно, что Айричи потерял все шансы на выход в финалы, но тем не менее это не повод опускать руки. Все-таки можно попробовать пробраться как можно дальше. И я напоминаю, что иногда такое бывает, что финалы, ну, на финалы не может там приехать тот или иной финалист, там, то с визой проблемы, то еще с чем-то проблемы. Ну, бывает такое. Вот. И в этом плане место квалификация отдается следующему по рейтингу. То есть вполне возможно, Айричи еще, ну, типа, может хотя бы попробовать улучшить свой рейтинг. Ну, конечно, я сомневаюсь, что он прям выиграет турнир, прямо скажем, это как-то слишком было бы оптимистично так думать, но все равно, почему бы и нет. Но для начала Черри Барриманга игрок за Ноготя. Ноготь против Лео. Погнали. Вообще Черри Барриманга очень старается, как правило, не рисковать за Ноктиса. Ноктис — это такой персонаж, который может, в принципе, на риск пойти очень прям серьезно, но Черри Барри не такой у него стиль. Так, мид. Пытается, видите, встретить этим хаем Черри Барриманга. Но Айрич выдерживает футс. D4. Ага. Хороший сайдстеп от Айрича. И Хоминг тут же пихает на Окиземе. Оп, лоу. Паниш. Есть паниш от Айричи. Хорошо. Тут же мид Оки. Так. 10 секунд остается. Оп. Пока что лайфлит на стороне. А, вот сейчас непонятно. И контрхит. Один контрхит. Решил этот раунд. 1-0. По раундам в пользу Черри Барриманга. Хорошо. Видите, доверного разыгрывает, точнее пытается разыграть все-таки Айричи. Паниш! Ага, это очень unsafe. Соответственно, наказывает Айричи тут же. Стеночку впечатывает. Так, лоу. ВСН 4. Ага. Так, своим лоуком хорошо застепнул себе. Пиксель остается. Пиксель. Хорошо, забирает раунд Айрич. Единственный представитель Запада, оставшийся в этом турнире. Господи, проджектайл залетает и хорошо перебивает. Хороший сайдстеп и джебы от Черри Барриманга. Помнит. Вообще, сайдстепить тоже Ноктиса довольно опасное занятие, есть паниш. Поскольку у него такой прям шикарный хоуминг, далеко со всех сторон. Ой-ой-ой, хорошо хайкрашил сейчас Черри Барри. Рейдж горит у Айричи. Не торопится он пока его сжигать. И еще один мид. Господи. Вот этот мув, конечно, просто вчера Черри Барриманга показал все волшебство этого мува. Смотрите на это, а. Вот Айричи, казалось бы, максимально аккуратно подбирается, но все равно, видите, внезапно так стреляет этот Ноктис. Ой, двойка мифнул. Так, лоу. Плюс. Еще. Стоечку сетапит Айричи. Хорошо, найс. Хороший конферм. Так, лоу пропускает Айрич.
Оп. 15 секунд. Очень-очень терпеливо играет Ричи. Надо сказать, Хоминг заходит. Так, так. И вниз-вперед 2. Наталкивается на вниз-вперед 2 Черебариманга. И раунд забирает. Ричи. Да, забирает, конечно. Он специально видел, конечно же, таймер и откинул подальше. Там, на максимальной дистанции даже прочитал. Развалился у нас. Лоу. Чиркнул. Ответный лоу. Оп. Тоже Черебариманга терпелив, никуда не торопится. Зачем куда-то торопиться? Господи, как же внезапно он выстреливает, а? Так. Лоу. Очень терпеливая у них игра. У обоих. Хороший сайдстеп, наказала Рич. Ой-ой-ой, контрхит. Рейдж горит у Рича. Осторожно, Черебариманга максимально. Так, 10 секунд. И поймал! Поймал! Нет, не поймал. 2 удара. 2 удара зашло от Черебариманга и, соответственно, поглотил первый удар, но на второй уже хп не хватило. У Ричи 1-0. Да уж. 1-0. А ведь правильное, ну, в целом решение было с рейшартом. То есть он ведь среактил, понимаете? Но 2 удара. 2 удара надо было поглотить. Что непросто. Меняет арену Ричи. Almost comfy position. Where are we going to settle it? Are we going to go to Howard Estate? Did someone pay the rent, pay the bills here for Howard Estate? No. Ну и надо сказать, что это именно что последний вообще турнир квалификационный Tekken World Tour. Параллельно там еще доджи ивенты парочка идет, но они ни на что не влияют в плане рейтинга глобального, в том плане, что там игроки, которые там в топ-40 рейтинга нету, которых в топ-40 рейтинга нету, и, соответственно, они туда уже и не попадут. На Jungle Outpost меняет Ричи. Балкон в наличии. Погнали. Вообще, Ричи всегда выбирает почему-то костюм с пиратской шляпой для Лео. Не знаю, что за фетиш такой, но пиратский костюм. Четверочка. Ой-ой-ой, в кандерхит вылетает проджектайл Черебери. Лоу. Ага, еще лоу. Так. Прессит Черебариманга через... О, хорошо присел, но где же паниш Ричи? Надо было быстро наказывать. И кантархит заходит от Черебери. Раунд за ним. Все более и более уверенно забирает раунды Черебери. Он очень стабилен. В этом году, в этом сезоне, могу вам сказать, он, Черебери и Усан, это 2 человека, которые крайне стабильно на турнирах выступают, и у них прям все шансы есть выиграть финал. Ой-ой-ой-ой-ой, как же ты, что же ты там, чем полез Ричи? Да. И это матчпоинт для Черебариманга. Лоу. Так. Есть паниш. Рич. И еще один контрхит. О, господи. Чуть-чуть хп остается. И да, топ-слип поблочен. Так, и наказывает скоптика Ричи. Окей. Стоечку. Ах, пока сетапил стоечку, влез Черебариманга. И это смерть? Да, это смерть. Ну что ж, 2-0. Довольно-таки уверенно. И Ричи выбывает из турнира, занимая 7-е место. Он добавляет очков себе в копилку, но не так уж и много. Ну а Черебариманга выходит в топ-6. Да. Четвертьфинал лузеров. Он выходит
против Ульсана, против своего тиммейта. Они, если что, в одной команде находятся. Огромный ринг, просто, я бы даже сказал, гигантский. Но это, в отличие от SEO, если вы помните, на SEO есть такая традиция, вот тоже в ринге проводить финалы. В отличие от SEO, здесь используется настоящий ринг, прям настоящий боксерский ринг. То есть вся эта арена, ну, весь этот турнир проходит, точнее финалы проходят на настоящей боксерской арене. То есть это профессиональная боксерская арена, где, собственно, в Таиланде, где они проводят какие-то там матчи. Итак, друзья, в топ-6 осталось 3 корейца и 3 пакистанца. Лишних людей нет. Вот так вот. Вот так бывает. Хафиз Танвир, Арслан Эш, Ульсан и Черебариманга. В лузерах Лоуха и Атифбат Венера. Знаете, 2 человека, которым больше всего здесь надо очков, они как раз таки по Венерам и вышли в финал Венеров. И они своего добились. Ну а Арслан Эш, Ульсан и Черебариманга, они, как я уже сказал, и так обеспечили себе место в финалах, поэтому они просто могут спокойно наслаждаться игрой, наслаждаться практикой и, соответственно, готовиться к финалам Tekken World тура. Хафиз Танвир против Арслана Эша сейчас встретится. Арслан Эш, как я уже сказал, один из самых титулованных вообще текенщиков. Это при том, что на мировой арене Текена он играет всего лишь с 2019 года, всего лишь 4 года. Но он уже за это время успел стать 4-кратным победителем Evolution. Ну, имеется в виду Evolution плюс Evolution Japan. То есть, как я уже ранее говорил, Арслан Эш в 2019 году стал чемпионом Evolution Japan и чемпионом Evolution. В 2023 он повторил свой рекорд, став также чемпионом и Evo, и Evo Japan. То есть 4-кратный чемпион. Также в этом году он стал чемпионом комбо-брейкера. Ну что ж, погнали. Кунимицу против Клаудио, никаких сюрпризов в этом плане нет. И выпадает им Forgotten Realm, арена с ломающимися многочисленными полами. Go. I know a lot of people watch this and they're like, this is kind of like the playoffs, but the thing is that these matches mean a lot more for the psyche of the players than just points, right? There's a lot more on the line than just that. And you got to remember, these guys come from the same region. Trying to be number one of your region is just like being number one in the world. Арслан Эш. Оп, да, поблочил. Это очень опасный лаунчер. Он на сближении только так ловит. 2-2, хорошие кнопочки у Кунимицу. Так. Причем вблизи они так потречивают, то есть их достаточно тяжело еще и сайдстепать. Ой, как же офенсив! Офенсив от Арслана Эша. И скоростной такой раунд, быстренько он забирает. Так. Хорошо, отрезает пространство Арслан Эш. Ой-ой-ой, как встречает здорово Хафиз Танвир. Вейкап 4 випнул, и Хафиз Танвир был готов к этому, и он панишит тут же хоп-киком, ломает, нет, не ломает пол. Старберст есть, и полез. Да, лоу на Окиземе. Даже такое чувство, что он немножко торопится, Арслан Эш как будто бы. Так. 2-2. Ай-яй-яй-яй-яй, не запанишил Арслан Эш, и Хафиз Танвир за эту ошибку сам запанишил. Плюс. Джеб-джеб, ага. На стенку положил. Так, не стал продолжать, не стал даже пытаться рисковать. Оу, заходит от Хафиза Танвира. И раунд еще один в его пользу. Как встречает Хафиз Танвир. Так. Оп, трейд. Ой, еще один трейд. Никому не дает преимущества. Так, так.
Хорошо. Ой-ой, вау, вот это конферм от Арсена Эша, ничего себе. Наказывай, есть наказание. Стендинг 2, господи, сидел до последнего, ага. И рейдж есть. Найс дамаг. Ой-ой-ой. Рейдж драйв. И дожимает Хафиз Танвир. 1-0. Так. Так. It is not about the points right now. It is not about the points right now. Arslan Ash is 100% confirmed to make it to the finals. He's okay. Не похоже, ну, знаете, на манеру игры Арслана Эша в том плане, что обычно он такой терпеливый, а здесь как будто бы пытается соответствовать динамике Клаудио. Посмотрим, к чему это его приведет в итоге, по итогу. Вот это будет, знаете, прикольно, если там, допустим, этот самый Хафиз Танвир выиграет Last Chance Qualifier, да? Но я напоминаю, что финалы это пройдут в Новом Орлеане, это в США. Доберется ли этот молодой и перспективный пакистанец до США? Вот в чем вопрос. Так. Все, дотерпел Арслан Эш. Ой-ой-ой. Заряжает себе Старбёрст. Хафиз Танвир. Лоу, заходит. Ага. Так. Окей, еще раз заряжает. Да, заряжает. Останавливает его Арслан Эш. Пусть до 4, но... Вперед прямо рвется Хафиз Танвир. Бросок не рвет. Ой, панич! Опоздал с панишем, опоздал Хафиз Танвир. И Старбёрст был, чтобы убить. Ну что, это еще один раунд в пользу Хафиза. О, вот он, лаунчер, наконец-таки заходит от Арслана Эша. Ага. Ах, почти завив панч Арслан Эш. Уже понял, что опаздывает. Так. Джеб. Помним. Хорошо, джебами встречает Хафиз Танвир. Ай-яй-яй. Думал, что полезет Арслан Эш, но Арслан Эш на этот раз не полез. А вот сейчас полез! И контрхит. Заходит, и это смерть. Да, дожимает Валранин на 2, и это матчпоинт для Хафиза Танвира. Так, лоу, лоу. 3 лоу подряд пропускает Арслан Эш, Валранин 2. Прессинг. Ой-ой-ой, наказывай, есть наказание от Арслана Эша. Так. Лоу еще. Спешл мидом перебивает. Плюс. И хоумингом дожимает Хафиз Танвир. И он выбивает Арслана Эша из турнира. Арслан Эш заканчивает свое выступление здесь 5-м местом. Ну, может быть, конечно же, здесь сыграла недостаточная мотивированность самого Арслана Эша. Я просто напоминаю, что как бы ему особо и не нужна победа была в этом турнире, потому что все-таки он первое место в рейтинге занимает, и это уже не изменится никоим образом. Но, тем не менее, Хафиз Танвир выходит в топ-4 по лузерам, и это похвально, конечно же. Очень прям серьезных оппонентов он на своем пути убрал. Ну что ж, таким образом, Хафиз Танвир топ-4 уже, а мы сейчас будем смотреть корейское противостояние. Пакистанское противостояние посмотрели, теперь корейское противостояние. Ульсан против Черри Берри Манго. Игроки, которые также имеют достаточно высокий рейтинг, второе, третье место, соответственно. И члены одной киберспортивной команды KDF. Соответственно, наиграли уже друг с другом очень много, в самых различных турнирах встречались друг против друга очень много, поэтому им привычно друг против друга играть, здесь могут такой товарищеский матч устроить.
CBM, which should be our next match as we get ready here. Low high, a tip butt up on the winner's side. That is going to be best of 5, if I'm not mistaken. So we're going to get some crazy Tekken matches coming up for you guys. But these 2-0 over Arslan Ash. And before that, we saw Arslan Ash actually go 2-0 over Pat Lors. Я так понимаю, Оску это та игра, которая ритм-гейм. Ulsan versus CBM. Once again, Ulsan cool when it comes to the points, of Ну что ж, Ulsan против CBM. And then of course, man, CBM is just one of the story С какого players перепуга ты думал, что я играю? Seeing Я только в ДДР играл, и все. Из ритм игр я только в ДДР активно играл. И то это было давно уже. Причем как на аркадном автомате, ну в смысле, где танцевать надо. И у меня и коврик дома есть. Так и на пальцах. Ну что ж, поехали. Матч за выход в топ-4, собственно, по лузерам. Thaiger Uppercut, and now we're gonna have a KDF. I would say show match, not really a show match, but this is a KDF kill match here. У Ульсана в этом сезоне за ним победа в Рев-мейджоре и на FV-мейджоре. У Черри Манго победа на Fighters Showdown и Cape Town Showdown. То есть у каждого из них по одной победе в мастер-ивентах и по одной победе на челлендже-ивентах. Привет, Джейди. Итак, погнали. In a squared circle like this, which so much at, well, I mean, points are not here, but like, сразу же с броска начинает Ульсан. Оп, лоу. Так. That's at stake, folks, but also etching your name Прессит in Ульсан. Tekken 7 history. Look at the Лоу. pressure from Ulsan. Еще мид. Ой-ой-ой, хорошо, присел и наказал Черри Манго, завив на стеночку. Ай-яй-яй, до стенки чуть-чуть не довел. Паниш. Рассчитывал на вив-паниш Ульсан, но не получилось у него. Лоу. Так. Ай-яй-яй, почти наказал. Рейдж-драйв заходит в хит от Ульсана. Очень быстрый рейдж-драйв в Казуми. Очень быстрый. Гарантия, но не убил пиксель. Остается и мид на оке влетает от Ульсана. И первый раунд за ним. Рейдж-драйв, напоминаю, очень быстрый у Казуми. Мидовый, выводит на комбу, но очень короткий. В этом его недостаток. Стагерит Ульсан своим мидом. И достагерился в итоге. Хорошо. Очень часто. Вив-паниш, да, есть от Черри Манго. Ага. Посмотрите, Thaiger как использует Ульсан, но сайдстепит. И очень важно сайдстепить от этого Thaiger именно влево. Так, чуть-чуть ХП остается у Ульсана, но рейдж горит, и Черри Манго понимает это, но пропускает рейдж-драйв снова. Все, смерть. Господи, пропустил рейдж-драйв во второй раз. Жесть. Так, понял, что опаздывает с вив-панишем Ульсан, поэтому просто подошел до 4. Прессинг от Ульсана. Сильно прессинг. Так, лоу, мид, ага. Сайдстепит Ульсан. Оу, отличная лоу-перри. Ага, и стеночка, конечно. Есть его сплат. Гарантия. Конечно. Жмет в углу. Паниш. Есть паниш от Черри. Ой-ой-ой, мид. Нет, рвет бросок. Этот бросок лосс платит у Казуми. Так, еще раз рвет Черри. Ой-ой-ой. 10 секунд остается. Времени мало. Ой-ой-ой, паниш, да. Рейдж драйв. Волкраш. Тихо, тихо. 2 секунды. 1, 0. Не достал. Не достал последним ударом Ульсан. Вот этот вот последний удар, если бы он в хит прошел, то он бы перехватил лайфлит. На это он и рассчитывал, в принципе. Вейв-паниш есть от Черри. Все еще очень хороший джеб-паниши у Казуми. Все еще очень опасная магическая четверка у нее. Лоу. 1-1-1. Видите, машет своим Ульсан. Так. Хороший, комфортный достаточно лайфлит у Черри, но рейдж горит у Ульсана. И этот рейдж-драйв может убить.
Вот он, рейдж драйв, поблочил Черри-Берри. Ага. Лоу, паниш в СН4 есть, и да, раунд забирает. Очень осторожен был Черри-Берри Манго. Ага. Мимо, ай-яй-яй-яй, не зависпанишил Ульсан, ну там, конечно, сайдстепить одно, но там еще и надо умудриться наказать. После того, как он телепортируется следом за этим своим ножичком. Лоу. Наказывай. Опоздал Ульсан. И сам под паниш в итоге подставился. 1-1-2. Хорошо, доконфермил Ульсан. Ой, пауэр краш. Так. Бросок! Причем бросок на контрхит в итоге влетел. 1-0 в пользу Ульсона. Да, вот это да. Так, ну что ж. 1-0, напоминаю, матч за выход в топ-4 по лузерам. Победитель выходит на Хафиза Танвира. На новое лицо в этом самом топ-8. Погнали. Can't get signal over here at the geometric plane. At the geometric plane. Might be all these floating geometric squares back here. I wonder why. Со стоечки сразу сетапит свои Ульсан. Так. Вы посмотрите, как же он стагерит. И доделал трингу, господи! Внезапно для Черри-Берри Манго. Но это чистый мангейм на самом деле был. Так, перфект забирает. Так. Хорошо встречает. Вот, кстати, на примере этого боя прекрасно видно, что как раз таки это, что Tekken, это файтинг прежде всего про передвижение. Так. Ой, хорошо дакнул сейчас Ульсан. Так, помню. Еще. Лоу. Ой-ой-ой, все, перетерпел Черри-Берри. Найс, скрывается. Ой-ой-ой. Не так просто этот мид сайдстепить. И магическая четверка заходит от Ульсана. Ага, гарантия. И перехватывает он лайфлит. Так, 5 секунд остается, и рейдж драйв заходит от Черри-Берри. Ага, все, раунд забирает. Как у них все близко-то, 1-1-2. Окей. Тут же окиземы. Оп. Так, лоу. Найс, випанешь от Черри-Берри. Ага, D4, D4. Причем второй D4 очень далеко предоставил. Випаниш есть, через джебы. Найс. Хорошо дакнул, но четверка не зашла. Оу, вау, хоп-кик. Вылетает от Ульсана. Дах до стенки не довел. Но со стойки лоу и еще одним лоу дожимает Ульсан. Матчпоинт для него. Бросок. А, нет, рвет. Так. Ага. Лоу. Найс. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Кантер-хит от Черри-Берри Манго. Стенка. Нет, до стенки не довел. Но тут же на оки влетает. Так. Так. Однерочкой чекает Черри-Берри. Так, спешл мидом перебивает. Ох, найс. И лоу. Чиркнул сейчас Черри-Берри Манго. Все еще матчпоинт для Ульсона. Джеб, джеб. Лоу. Так, наказывай. Есть наказание от Ульсана. Так. Найс, пауэркрафт заходит. Ой-ой-ой, и, блин, где же паниш нормальный Ульсан? Хорошо ведь поблочил этот лоу. Так.
D4. Вестейн 4. Очень осторожно Ульсан пытается дожать. Очень дважды D4, трижды D4. И какой сайдстеп шикарный был от Ульсана. Сайдстеп влево и вихпаниш через джебы. И таким образом 2-0. Ульсан выходит в топ-4 по лузерам. Ну а Черри Манго заканчивает свое выступление на этом турнире на 5-м месте. Ну что ж, замечательно. Ультсан. И то в итоге Ультсан вышел против Хафиза Танвира в топ-4 по лузерам. Ну а Лоухай вышел против Атифа по венерам. Ну, то бишь, 2 корейца, 2 пакистанца. По одному из них в венерах и по лузерах. Versus Ulsan. I think that's going to be our next match if I'm not mistaken. Oh, it seems like it's low high. So it seems like winners finals is going to come first. I can't wait for that match because a lot is at stake. Ну что ж, Лоухай задачу минимум себе выполнил, поэтому сейчас можно замахнуться на задачу максимум. Выиграть этот Тайгер Uppercut. Лоухай против Атифа. Матч за выход в топ-2 по венерам, гранд-финал. Но на самом деле видно было, что вообще перед турниром на пулах вчера, что Лоухай ну прям заряжен на результат максимальный, который только может вытащить. Потому что мотивация была просто сумасшедшая у Лоухая. Именно из-за того, что на этом турнире решалась его судьба, поездки его на финалы. То есть заработает ли он свой слот на финалах или же не сможет. He was able to go up against Ulsan, but now he's going to go up against another of one of the Pakistani goats here. И он смог. То, что он в топ-3 зашел, это значит, что уже он обеспечил себе выход в финал. Как я уже ранее говорил. Ну и Атиф, естественно, тоже. То есть эти двое свою задачу, за которой они приехали на этот турнир, выполнили. Но можно на этом и не останавливаться. Поехали. И Атиф снова начинает с боба, смотрите-ка. У Лоухая несколько персонажей есть, в принципе. У него не только Брайан, но и Шахин, а также Стив. И в основном, кстати говоря, он играл на Стиве все-таки, это Лоухай. Ну поехали, Брайан. На этот раз сразу с мида начинает. Оп, паниш. Есть паниш в Вестейн 4 от Атифа. Ой-ой-ой, на сайдстепе в контрхит ловит Лоухай. Проламывая стеночку. Да. С таким прям дилейнгом сделал. И еще стеночку. Да, проламывает. Найс. Вот это начало от Лоухая. Тут же. Так. Есть паниш от Атифа. Оп. Так. Рейдж горит, но Лоу в контрхит заходит от Лоухая. И, соответственно, первый раунд за ним. Еще Лоу. Машинган панч. Бросок. Нет, рвет. Второй бросок. Тут же рвет тоже Лоухай. Этот бросок, который выводит Боба на камбу. Ну, на сайдстепах как работает Атиф. Ага. Так. Оу, кантер-хит. Прям как будто, знаете... Ой, гарантия не зашла. Такое чувство, что Атифа геймплан такой на игру. В плане, что на контрхиты рассчитывать. Так. Хорошо. Машинган панч на контерне Лоухай. Ой-ой-ой. Еще один контер. Так. Ой-ой-ой. Вау, как хайкрашнул сейчас Атиф. Гарантия. Хелсвип. Так. И рейдж-драйв. Да, все перетерпел Лоухай, но полез. Полез и дожимает Атиф раунд. Так. Ой-ой-ой.
Джеб-джеб. Health Whip. Так. И еще один Health Whip делает Атиф. Наказывает лоу-хай, но дропает. Как так? Как же он задропал? Сайдстепнул хорошо Атиф, но он завифал. Ну, конфермил здорово лоу-хай. Так. Кантер-хит. Ой-ой-ой-ой-ой. Стенка. Есть волсплат. Так. Дэмэдж, паниш! Ох, как рискнул Атиф, как же он рискнул! Привет, Даги. Спасибо. Я рад, что он нравится. Джеб-джеб. Ух, прям как на встречных курсах пошло все. Ой-ой-ой! Чем же ты полез, Атиф? Чем же ты полез? И балкон? Ломай! Да! И, господи, сколько дамага! Сколько дамага! Ужас! 1-0 в пользу лоу-хая. Это просто жесть, ребята. Вот это да! Вот это да! 1-0. Ну что, на Акуму будет менять? Да, Акума. Видно, что Атиф, ну, понимая, что он уже все равно выиграл как бы путевку в финалы, он пробует что-то новое, то есть Боба. Вчера, как вы помните, он был просто настроен именно по максимуму выжить, чтобы выйти именно в полуфинал винеров, топ-8 по винерам. И, соответственно, он тогда играл именно, что никакого Боба, только Акума. Но здесь уже Боб все-таки, потому что что-то новое пробует человек. По сути, здесь встретились в финале винеров два чемпиона. Напоминаю, лоу-хай — это чемпион Эволюшена 2018. 2018, а его оппонент Атифбат — это действующий чемпион Tekken World Tour. Ага. Оп. Все, сразу же темп понизился, обратите внимание. Оп. Так. D4 мимо. Орбиталочка мимпаниш. Орбиталка. Очень осторожен этот лоу-хай. И кантер-хит заходит. Коленочка от лоу-хая. Стенка. Есть волсплат. Убьет? Нет. Нет, чуть-чуть КП остается. Как же он вовремя этот таунт-кенсел сделал. Жесть. С воздуха забирает. Лоу-хай. Паниш, ластен 4-4 есть от Атифа. И первый метр у него накопился 1 бар. Давит лоу-хай. Вив паниш через D4. Ой-ой-ой, он ждал этот D3 лоу-хай. Напрыгнул с джампинг-киком. Атиф, кантер-хит, господи. Ага, ага. Ломай. Оп. Даже не понадобилось сломать стеночку. Ну, не стеночку, а балкон. Хорошо. Так, D4. Ластендинг 4. Ого, а вот и D4 от Атифа. Самый быстрый дебаггер в игре, напоминаю. Не комбится, но очень быстрый. Но, как и всякий любой дебаггер... Ой-ой-ой-ой. Как и всякий любой дебаггер, он очень ансейфный. Ох, вот это камбулинка от Атифа. Красиво, черт побери. Так, лоу. Помнин. И D3 заходит от Атифа. Конферм через FADC. И раунд в его пользу. Хорошо. Так. D3 и конферм есть от Атифа. Ага. Стенка. Есть волсплат. Тан-тан-тан-тан. И еще D3 на мите, на оке точнее, заходит от Атифа. Ой, как присел под хаем, Васендиум 4 наказал лоу-хай. Так, мид, и ой-ой-ой, D1 заходит, но не убил, кстати говоря, Атиф не убил. 1 пиксель остается, и джебом встречает Атиф 1-1. Ну все, видите, Акума уже гораздо более привычен ему. Напоминаю, что именно за Акуму он выиграл предыдущие финалы Tekken World Tour 2022.
Ну что ж, и контрпик уже от Лоухая. Берет он Шахина. Напоминаю, что еще в запасе у него не только Шахин, но и, конечно же, Стив Фокс. Да, это FT3, потому что это финал винеров. Бесконечная арена выпадает, ко всему прочему, Лоухаю, что в принципе, очень хорошо против Акумы. Поехали. Так. I think Brian Fury, Shaheen, you have to say, very interesting play styles from both these players. Lohai able to, capitalize and контролирует пока что Атиф. И D4 делает Атиф, Лоухай. Ну уж не знаю, среагировал на это или просто прочитал. Залоупэрил тут же. И лоу. Ага, D4. Вив паниш есть от Атифа. Мид. Так. Просто сидит до последнего Лоухай. Паниш, конечно, есть. Так, Вив паниш. Вы посмотрите, не упускает Вив паниш и свои Лоухай. И прочитал этот слайд Атиф. Наказал вестлингом 4. Хорошо. Полная комба, плюс на блоке. И ой-ой-ой, как Мид пропускает Лоухай. Все, это смерть, это смерть. Умри 1000 раз. Еще раунд в пользу Атифа. Ой-ой-ой-ой-ой. Как сближается Атиф. Так. Магическая четверка залетает от Лоухая. Хорошо. Отлично. D3. Так. Ой-ой-ой. Прямо очень часто дакает Лоухай. И как вниз вперед 2 в контрхит вылетает от Лоухая. И да, он забирает раунд еще один. Но полный метр накопился уже у Атифа, что очень опасно. Вы посмотрите, D1 залоупэрил Лоухай. Напоминаю, спешл миды тоже можно лоупэрить. Потенциально очень большая, относительно, точнее, большая комба у Акумы, потому что есть суперметр, и он полный. D3. Слайд 50 на 50. Рискует, на самом деле, Лоухай. Оставить 4 на паниш. И еще один слайд лоу. Это как раз таки миксап того рода, за который его и прозвали Лоухай. Найс, D3 и конферм. О боже мой, о боже ж ты мой, сколько дэмэджа сейчас будет. Так. Вейкап 4. Да ну! Ах, но D4 вперед зашло. Вперед зашло D4 и раунд забирает Атиф все-таки. Потратил весь метр не зазря, не просто так. Вейкап 4 и тут же D4 от Атифа. Так. Оу, ничего себе. Ничего себе, захайкрашил. Ага. Так, проезжается по лицу. Окей. Вайлстейнинг 2 поблочил Лоухай и наказывает, конечно же. Забирает он раунд. Окей. One game apiece. Oh my god! How neck and neck is this, folks? A team with one bar to work with, but Lohai is still contesting. He's still trying to go for those mids. И вниз вперед 2. Вы посмотрите, по-моему, даже на сайдцепе поймал Лоухай. Ага. Окей. Тут же Окиземе. Наказывай. Отлично, достал на паниш Лоухай. Не на любой дистанции можно достать. Так, и наказывает! Вау! Шикарнейший паниш Лоухай, шикарнейший! 2-1. Жескачет, просто жескачет. Что делает, а? Сильная, сильная игра. Ну что, Лоухай? Прямо аж нацелен выиграть этот турнир, судя по всему. Не собирается он довольствоваться третьим там местом, да, каким-то? Нет. Надо выигрывать. Что, четвертый бой?
Меняет арену, естественно, Атив, потому что бесконечная арена — это скорее против Акумы. Погнали. Достает мидом, но с воздуха, кстати, Атив, поэтому не так много дамага. Однако позиция хорошая у него сейчас. И вивпаниш, я удивляюсь, лоухаю, конечно, жесть. Что делает, а? Так, пауэр краш. Пресит дальше лоухай. Трейд. И вивпаниш есть! Господи! И еще и контрхит заходит. Посмотрите, какую игру показывает лоухай сумасшедшую. И джампинг кик залетает. Вот Атифа. Ага. Так. 4 паниш. Ага. Прочитан этот слайд. Окей. Стенка? Да, на стенку положил. Но там заволсплатить не удалось. Сайдстепы хорошие от лоухая. Ой-ой-ой, на стенку положил. Отличный конфер. Но ДП на реверсале прожимает Атив. Вейкап 4. И ДП еще раз жмет. Боже ты мой. Атив, ну это вообще, это просто уму непостижимо. Наказывай, есть наказание от лоухая. Ага. Так, D3. Оп, оп. Вивпаниш, хорошо, как сайдстепнул и слайдом заресетил. Лоухай. Так, холдинг, ага. Прессинг прям лоухай включает и рискнул своим хоп-киком. Рискнул и был наказан. Найс. Так, холдинг заходит. И да, это наказание. Это паниш от лоухая. Идеальный сайдстеп паниш. ДП на вейке. Ну, не на вейке, а на реверсале. Он там тогда не упал. D3. Заходит от Атифа. Ага, ага. Так. ДП имеет кадры ингула, экзовая ДП. Ой-ой-ой, джампинг кик заходит от Атифа. Посмотрите, как он жмет. И Wild Standing 2. Прям очень сильно рискует, но тем не менее пока что этот риск оправдывается. Лоу. И мид. Дожимает. И еще и 1 бар метра есть у Атифа, кстати говоря. Так. Ой-ой-ой. D4. Хорошо. Трейд. Так. Мид. Еще мид. Джеб-джеб от лоухая. Так. Дагл до последнего. D3 заходит. Ай-яй-яй, не доконфермил. Атиф не доконфермил. Нет, далеко до паниша. Ага. Ой, хороший. Забирает бой. Атиф 2-2. Найс. Господи, как же Атиф ресурсы распределяет. Жесть. Ресурс менеджер. Опа, Кокома подошел. Прямо, я бы даже сказал, не просто подошел, аж ворвался. Что-то активно лоухая там объясняет. И Хафиз подошел теперь к Атифу. Иногда совет со стороны тоже, ну как бы, ну не так уж и иногда на самом деле. Просто когда ты сам в бою, ты порой, ну, каких-то очевидных вещей можешь не замечать, которые замечают люди со стороны. Итак, бесконечную арену, ну что, естественно, берет лоухай. И это 5-й бой. Погнали. 2-2. Так, так. Крауч. Оп, оп. Хорош.
Сайдстепнул лоу-хай и 50 на 50 слайд. Напоминаю, с фулл крауча у Шахина миксап либо слайд лоу, либо хоп-кик мид, который выводит на камбу. Лоу. Оба джебами своими машут. Так, мид. И FF4. Очень длинная такая ножка у Акумы. Так. D3. Есть виф-паниш. Так. 10 секунд остается. Но метр есть у Атифа. Метр есть. Ой-ой-ой, блин, где паниш, Атиф? Где твой паниш был? Но... И еще и метр потратил Атиф, понадеявшись на D3 свой. Да. Упускаешь паниши, значит проигрываешь, друзья. Вывод таков. D1. Так. Нет виф... Ой-ой-ой, упустил виф-паниш Атиф. В очередной раз. Кстати, а вот сейчас присел под хаем и вайлстендинг 2 наказание. Вот сейчас уже не упускает. Так. И еще один паниш от Атифа. Все, забирает он раунд. Ой, как у них все близко-то, а. Вы посмотрите, что делают. Так, мид. D4. Оу, найс лоу перри от Атифа. Ага. Так, отлично. Плюс на блоке. Хоп-кик! Обманул! Вот он, с фулл крауча, миксап от Шахина. Ага. И паниш, вот N4. Ай-яй-яй, не сделал FADC. Так. Прям рискует лоу-хай, конечно. Так. Рейдж горит. Ай-яй-яй. Джеб-джеб. Он запорол фокус-атак дэш-кенсел, но поскольку мало хп было у лоу-хая, то фокус-атак хит этот прошел, и этого хватило, чтобы убить. И это матч-пойнт для Атифа. Есть наказание. Ага. Наказывай, есть наказание в ЛСН 4-4. Так, миксует, продолжает миксовать лоу-хай. Есть лоу-перри. Чего? Запорол? Странно. Так. D3, и да, это смерть. D3 заходит в хит от Атифа, конферм через фокус-атак дэш-кенсел, и он выходит в гранд-финал по винерам. Ну что ж, ну а лоу-хай спускается в лузера. Ух, какой прям бой был, знаете, близкий-близкий. Отличный матч мы увидели. И Атиф 3-2 забирает этот бой. Тяжкая, скажу я вам, победа. Очень тяжкая. Какой-то тренд. Ну, бывает. Но как бы Tekken 8-то еще не в релизе пока что. О, а вот победитель здесь получает вот такие фирменные боксерские труселя. Тайгер апперкотом. Это победитель каждого турнира на Тайгер апперкоте получает вот фирменные труселя. Это боксерские, по-моему. Боксерские трусы. Ну что ж, нет, не все игроки играют на... Не все топ-игроки играют на арканов-стике. Итак, друзья, полуфинал лузеров у нас впереди. Это Хафиз Танвир, молодой, перспективный пакистанский плеер. Напоминаю, он игрок за Клаудио против Ульсана, корейского игрока за Боба и Казуми. Ну, будем надеяться, что поправят все баги в Tekken 8. Поправят одни, но, наверное, какие-нибудь выползут и другие. Матч за выход в топ-3 по лузерам, соответственно.
has to stop Ulsan and potentially going up against Low-High. The other side of this story is the fact that Korea has been the historic leader in Tekken for years at this point. And only recently, I would like to say, after Gamers 8 has that been solidified. But now you have that story again. Ну и победитель этого боя, естественно, выходит в топ-3 на Low-High. What a shake-up, ladies and gentlemen. You are witnessing Атив history ждет and своего your оппонента voices to be heard. Венера. With these socials, again, it's at Tekken or at Ну и я так Esports понимаю, on Twitter X. And also, if you want to see the VODs, if you want to see that historic пауза. run Рекламная of перед последним or how топ-3. Low-High was able Ну, to have топ-4 such an точнее. amazing match, head on over to BNE Esports on YouTube and, of course, TekkenWorldTour.com. If you need any more details, you know exactly where to go. We gave you the socials, we showed you the prize, and we showed you the players. Ну, конечно, семерка выглядит уже устаревшая. Так, Tekken 7 2015 года, как бы, что ты хочешь от игры 2015 года? Графики 2023, что ли? Вот. А Tekken 8 все-таки выходит на Unreal Engine 5, надо понимать, это но движок нового поколения все-таки. Так, ну чё, ладно, давайте уходим пока что на рекламную паузу, после которой мы увидим последние оставшиеся 3 матча. Eat everything in your maze and in other players' mazes. Eat dots, fruit, and even chomp other players, Pac-Man. Mazes are eliminated, so watch your pack. Grab a power item to mix up the action. Stand out from the pack with a plethora of costumes and accessories. And be the last pack standing to be the Chomp Champs. Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs. Coming early 2024.
Ну что ж, друзья, мы возвращаемся на последние матчи. Тайгер Uppercut 2023 это последний мастер-ивент и вообще последний квалификационный ивент Tekken World Tour 2023. Соответственно, уже целиком и полностью известны все финалисты от и до. Мы всех теперь уже знаем. Ну и сейчас мы увидим с вами полуфинал лузеров. Точнее, финал лузеров, кажется. А, нет, все правильно я сказал. Полуфинал лузеров. Хафиз Танвир против Ульсана. И победитель выходит против Лоухая в финал лузеров. Соответственно, у нас еще осталось три матча, после которого уже будет составлен окончательный рейтинг. Но, в принципе, мы примерно понимаем, какой этот рейтинг будет, и мы уже совершенно точно знаем весь состав финалистов. Напоминаю, что здесь в финалы выходят 19 лучших игроков глобального рейтинга. Соответственно, рейтинг строится из ивентов трех видов. Это мастер-ивенты, это самые дорогие по поинтам ивенты, челленджер-ивенты, это вторые по дороговизне ивенты, и доджи-ивенты, это комьюнити-ивенты. Вот. При этом доджи-ивенты являются... очки доджи-ивентов зависят от количества игроков в этих турнирах. Такой формат. То есть все турниры, абсолютно все, оффлайновые. Такое решение было принято, что в Tekken World Tour 2023 участвуют только оффлайновые ивенты, никакого онлайн. Вот. И, соответственно, только один единый глобальный рейтинг. Никаких регионалов, ничего этого нету. Просто один региональный глобальный рейтинг. Кто больше зарабатывает этих поинтов, тот и, собственно, выходит в финал. Напоминаю, что 19 лучших игроков рейтинга выходят в финалы, которые состоятся с 13 и 14 января 2024 года за 10 дней до за 20, нет, за 10, все правильно, дней до выхода Tekken 8. Это будут, так сказать, официальные проводы Tekken 7 в дальнее плавание. Ну и, соответственно, 20-й последний слот зарабатывает победитель Last Chance Qualifier, который состоится за день до финалов, а именно 12 января. Итак, ну а пока мы сосредотачиваемся на полуфинале лузеров Тайгер Апперкота. Хафиз Танвир, игрок за Клаудио из Пакистана. Встретится он против Ульсана, игрока за Боба и Казуми из Южной Кореи. Ульсан, который уже себе обеспечил место в финалах. Вот, я уже говорил, что он очень стабилен в этом сезоне, очень много играет, очень это, ну, как правило, почти на всех турнирах, в которых участвует, он врывается в топы, ну и, соответственно, быстро он довольно-таки набрал необходимое количество очков для того, чтобы выйти в финалы. Итак, ну что ж, поехали, полуфинал лузеров. Ульсан, соответственно, за Боба против Хафиза Танвира за Клауда. Пауэрхаш. И тут же плюсовый мув. Прессит. Ульсан. Так, мид. Ответный. Так. Ой-ой-ой. Прессит. Хорошо дохнул Ульсан. Лоу. Ух, как степнул здорово Хафиз, но, к сожалению, не завипанишь. Он ничего не сделал, просто степнул и смотрел, как его убивают. Ролл. Ага. Так, магическая четверочка заходит от Хафиза Танвира. Дропы. Удивительно видеть такое. Так, есть випаниш. Оп, так. Ай-яй-яй, стойки не зашло. Какой випаниш шикарный сейчас от Ульсана, вы посмотрите. Видите, бейтит, бейтит на этот фолминг своего оппонента. И, соответственно, несмотря на то, что этот фолминг у Клаудио довольно далеко, немножко, довольно далеко достает, все равно Ульсан
Бейтит именно на него. Ой-ой-ой, вот это випанешь. Так, не стал ломать стенку, но зарядил уже себе Старберст. Сжигает, чтобы плюс получить. Ага. Так, стеночка будет. Будет. Есть волсплат. Отличный дамачок при помощи Старберста. И Окиземе Фоминг заходит от Хафиза Танвира. Раунд за ним. Вейвдэш, вейвдэш. Ага. Сближается Ульсан. Джебами напрягает. Оп. Так. О, вниз вперед 2. Как заходит. Ага. Стеночка. Пам-пам, пам-пам. Дамачок. Паниш? Есть паниш. Ага. Ох! Отличное решение. Ульсан. Power Crush. Да. Видел он, что уже сближается вот этим мулом Хафиз Танвир. Просто встретил Power Crush. Причем, что интересно, ведь Хафиз Танвир промахнулся первыми этими ударами. Каких подходит Хафиз Танвир? Что-то советует? Getting help. Look at the beautiful production team we have back here. Right. There he is. The baby blues. Look at Aw. Bryce. Bryce staring right into the camera, not making eye contact. Obviously a lover. Obviously a lover. Ну что, пока 1-0, и надо сказать, что Ульсан довольно уверенно забрал этот бой. Без каких-то, ну не то чтобы прям без проблем, но все равно в целом он свою игру навязал. Ну что ж, поехали. With strings, so you can get floated out of stuff, interrupted between things, and that's how this just actually works out. I feel like for Bob, not completely changes the matchup, but enough to make you second guess your approach. But here we go. Второй бой. Каждый контрпухает своей машет, и в контр летает Ульсан. Так, вы посмотрите, как же он напирает, а? О, вейкап 4 не достал сейчас Ульсан, и, соответственно, наказывает хоп-пиком Хафиз Танвир, дропает, к сожалению. Так. Лоу краш пикнул Ульсан, но с воздуха забрал Хафиз Танвир. Так, лоу. Хоуминг. Вив паниш. Найс. И лоу. Да. Пропускает Ульсан. Раунд за Хафизом. Оп, джебом перебивает, однако рвет этот бросок. Вайл раннинг 2, на паниш, окей. Старберст заряжает Хафиз Танвир, Вив паниш уже от Ульсана. Оба очень много машут. Так, контрхит. Доделал стрингу. Оп. Есть паниш. Так. Обратите внимание, что Ульсан как будто сосредоточен именно на Вив паниш. Будет ломать? Ломает. Балкон и убивает. Нет, не убил. Чуть-чуть хп остается. И ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе, как вифнул. Хорошо отцепил Хафиз Танвир. Здорово. Так, Поминг снова. Еще на локе. Так. Ой-ой-ой. Бэкфист. Наказание через бэкфист. И есть наказание. На стеночку положил Ульсан. Хороший конферм. Так. Ой-ой-ой, второй удар заходит. Лоу. Какой вивпаня шикарный. Уже рейдж-драйв там заряжал. Ну, этот не заряжал, а рейдж-драйв уже собирался сжигать Хафиз Танвир. Но видите, он вифнул первым ударом, поэтому Ульсан успел его наказать. Джеб. Так. 4-3 once again. Efficient for a counter here right there. That could have been very big news. Ulsan keeping it compact. Вайл раннинг 2. Оп, down forward once. To stay close doesn't put you out of that much пропускает Хафиз Танвир. Кантер-хит. Паниш, 24, конечно. Машет Хафиз Танвир. И очень часто не попадает. Кстати говоря, вейвдэш от Ульсана. Лоу.
Вау! Как присел Ульсан под этим вайлранингом 2. Ой, красава, ой, красава. И наказал. 10 секунд остается. Рейдж горит у обоих. Так, вот он, рейдж драйв. Плюс. А, нет. Вау! Вот это дефенс. Ну, блин. Ульсан, какую же защиту он продемонстрировал. Вы видели? Вот это красава. Все выдержал. И наказал остальным 4. МК1 на фоне Tekken 7. Не, ну в визуальном плане, ой-ой-ой-ой-ой, и в стеночку впечатывает Ульсан. Ну что ж, 2-0. 2-0. Как же он сыграл. Вот это скиллуха, пацаны. Ну что ж, таким образом Ульсан выходит в топ-3 по лузерам. Ну а Хапис Танвир выбывает из турнира с 4-м местом, что тоже очень солидный результат для человека, который здесь вообще никому не известен, но тем не менее дошел. Найс. По поводу, ну как сказать, Mortal Kombat 1? Не, в визуальном плане МК1 он в принципе нормально смотрится, то есть ничего такого ужасного там нет. Ну, в визуальном плане именно, что все-таки надо понимать, что игра 2023 года на Unreal Engine 4 там модифицирована, и норм, выглядит там он норм. Просто другое дело, как играется, это уже, конечно, другое. Так, ну что ж, вот она сеточка, и Ульсан в итоге вышел в топ-3 против Лоу-Хая, финал лузеров. Это для него матч-реванш, потому что именно Лоу-Хай как раз таки и сбросил Ульсана в лузера. Korea versus Korea in the losers finals. This is a best of 5 situation. Low high going up against Ulsan. Финал лузеров, матч за выход в гранд-финал. In the grand finals, this is what we came here for. The Tekken I love to see. Ну, понимаешь, Зион, это вкусовщина, конечно. Там, кому как, кому-то даже нравится. Ну, это я не про себя, если что. Просто надо понимать, что есть объективные проблемы у Mortal Kombat 1. Объективные проблемы — это баги, это сырость игры, это отсутствие лобби, это вообще как бы поддержка контента. Ну, то есть объективные минусы у этой МК1, и они прям очень сильно бросаются в глаза. А как раз таки то, что боевка там плохая, это уже субъективщина, напротив. Ну, то, что нет баланса, понятное дело, что нет баланса, грязные техники, это от боевки уже идут с камео, а то, что нет баланса, ну, блин, а когда он был в играх НРС? Ну, камон. Жаловаться на баланс в МК, ну, блин, это уже, знаешь, из игры в игру. Так что да, но в визуальном плане она нормальна. Ничего такого ужасного не Главное, чтобы весело было. Ну, как сказать, главное, чтобы весело было? Смотря как ты воспринимаешь игру. То есть, если ты воспринимаешь ее именно как с точки зрения киберспортивной составляющей, то тут это не совсем хороший показатель. Итак, но мы Tekken смотрим. Почему вы вдруг об МК заговорили? Финал лузеров, друзья. Матч за выход в гранд-финал. Лоу-Хай, который здесь берет на этот бой Стива. Ну и против него играет Ульсан. В данном случае за Казуми. Итак, погнали. Don't call it a comeback. What's the next line? I've been here for years. He's been here for years. Since Tekken 7, one of the greats here. Now going against Ulsan. Both of them again have their own hiatus. Гранд-финал. It will be сразу trying с to fight однерочки for the начинает right to go to Ульсан. grand Там finals against a Teef. Один. Not sure what a Teef standing is. Так. If he wins this tournament, 1-1. does he get in? Ой-ой-ой.
Бросок, а нет, рвет. D4. 1-1-2. Ах, не достал на паниш лоу-хай сейчас. While running 2. Прессинг от Ульсана. Все еще очень опасный прессинг и хороший паниш через 1-1-2 от Казуми. Health Whip. Второй Health Whip. На этот раз поблочил лоу-хай. И великолепный паниш. Великолепный паниш лоу-хай. Плюс Рейдж драйв. Все, еще плюс. Так. Тихо, тихо. Оп! Имя дом дожимает все-таки Ульсан. Не допустил камбэка, хотя на самом деле он был возможен. Уже 100 раз мы видели в подобных случаях камбэк. Так, мид, лоу, хоминг. Оп, еще один хоминг в ответочку. 1-1-2. Видите, джебом проверяет Ульсан. Ах, можно было доконфермить лоу-хай. Хоть и в трейд зашло, тяжело. D4. Так, Рейдж горит. И вот он, Рейдж драйв. Еще и в хит пропускает Ульсан. Оу, как так? Лоу стоп заходит. Да ну. Да ну, Рейдж драйв прибивал. Ой-ой-ой. И на второй, первый удар поблочил, но на второй полез Ульсан. И ничего себе. Раунд забирает лоу-хай. Закомбэчил. Так, есть паниш этого пауэр краша поблоченного. И отличная лоу-пари от Ульсана стенка. Есть волсплат. Па-па-пау. Так, мид. Это лаунчер, напоминаю. Хороший сейф-степ вправо от лоу-хая. Печатывает стенку. Дамачок. Тут же на оке, как агрессивен лоу-хай. Рейдж драйв, перетерпел Ульсан. Так. Ой-ой-ой-ой. Так. Рейдж еще не загорелся у Ульсана. Лоу, Стом заходит. Ай-яй-яй, лоу-ми. И Рейдж... Оу, камон. Ты перебил Рейдж драйв, лоу-хай. В такой ситуации жесть. Очень быстрый Рейдж драйв у Казуми, но смотрите, как лоу-хай успел перебить его. Господи, что ж у него все раунды такие близкие, елы-палы. Ага. Есть 1-1-2. Наконфермил. Ага. Хороший сейф-степ от лоу-хая. Кантер-хит. Окей. Ага, ага. Ага. Найс. Отлично. Так. Рейдж горит у Ульсана. И лоу-хай. Лоу-хай осторожен. И теперь Рейдж... Ой-ой-ой, мимо! Мимо! Рейдж драйв промахнулся у лоу-хая. Отбэкдэшил Ульсан. Вот что значит здесь футис. Он нужен. Магическая четверочка от Ульсана. Она все еще очень опасна у Казуми. Ай-яй-яй! Не доделал камбу, к сожалению. Дистанция слишком далекая была, не позволила. Но, тем не менее, от стены не отпускает Ульсан своего оппонента. Прессит. Так, так. 1-1 и вифнул, и наказал лоу-хай. Так, равное количество хп, сравнивает хп. Ах, а где... Ой-ой-ой, это был не паниш, но тем не менее мид залетает от лоу-хая, и это раунд в его пользу. 1-0. Блин, господи, как же у них все близко-то, а? Brimstone Fire cameraman, yo, what's going on? Talk to that guy. Some guy pull that guy aside. Like, hey man, I don't know what you're doing, but you're messing it up. What's happening? But what a close game that was. And I mean, from bell to bell, right? From the start of the top 8, these guys have been going back and forth. I expect even more of an adjustment from both of these players, and Ulsan would definitely want to try to come back in this one. В каждом из этих трех выигранных раундов Ульсан просто на грани поражения был. Вот, буквально там. Но, тем не менее, выживал каждый раз. Меняет арену Ульсан. Island Paradise. Alright. Kazumi versus Steve. And we've seen how Ulsan is trying to use this movement to keep Low-High in check. And Low-High's like, no, bro. Like, what are you doing? What are you doing? Keep me in check? Trying to keep me in check, Gov? I can't do a Steve impression. I'm so sorry.
I just like the word gov. I don't even think. What? I don't even think anyone says that anymore. Все, осторожен. Ульсан очень осторожно начинает. Ой, вип-паниш, хорошо. Этого вейкап тройки, этой вейкап тройки вифнутой. 1-1, 1-1 проверяет. Ой-ой-ой. Хорош. Отличный конферм с контрхита от лоухая. Браток не рвет. Этот браток волк платит. Па-па-пам. Пиксель. Так, рейдж-драйв перетерпел Ульсан. И на пикселе повисает лоухай. Да, дожимает Ульсан. Очень осторожно дожимает. Тик. 1-1. Паниш, да, хоп-киком. Хоп-кик решил все-таки всадить Ульсан, поблочил и наказал лоухай за это. Есть паниш. Вайл ранен 2. Плюс. Найс. Хорошо, джебами врывается. Блин, где конферм, лоухай? Можно было законфермить, Лоу. Оп. Есть паниш. Рейдж-драйв. О, и ответный рейдж-драйв. Тоже поблочил лоухай. Успел. Просто жесть. Очень все близко. Бросок, рвет Ульсан. Вив паниш. Вы посмотрите, как... Один пиксель. Один пиксель. И... Да, достает лоухай. Достает. Они оба подлавливают именно на вив-панише, причем очень активно. Паркер, хороший от лоухая. До стенки доведет. Есть... А, нет, восплата нет. К сожалению, на стенку не положил. Лоу, ага. Так, так. One round apiece in the second game. He's picking him apart, Steve Ulsan now. One more chip damage away from getting rage, but Lowhigh now granting it. Вив паниш. И на пикселе повисает. Ох-хо-хо. В хит. Рейдж-драйв пропускает лоухай. И куча дамага. Один пиксель остается все еще. И какой вив паниш от Ульсана. Вы посмотрите, какой бейт и какой паниш. Отличный камбэк Ульсан устроил тут. Жесть. Показывай. Тайгер апперкот. Вот он, фирменный. Заходит. Под стать турниру. Окей. Так, 1-1. Так. Вы посмотрите, как сайдстепит Ульсан здорово. Мид. Хороший вип-паниш через джебы. Окей. Так, рейдж-драйв. Тихо, тихо. Вау, перебил рейдж-драйв оппонента Ульсан. Ай, ты, блин, достает. Да, ну, камон. Под однеркой сэндовой присел лоухай и захайкрашил. Просто жесть. Просто жесть. Ой, нет, не доконфермил. Стом, тут же от лоухая. Вейкап 4. Рейдж горит, рейдж горит. Так, волкраш. Рейдж драйв, да, перетерпел лоухай. Он ждал его. На сайдстепе лоухай поймал, вы видели? Жесть, просто жесть. 2-0. Да. Очень близкий бой. Жесть. Они настолько прямо... Они, в смысле, лоухай настолько прям аккуратно играет. Жесть. Что ж, неужели Боб? Неужели Боб? Hang on. 2022? Is it 2022? No, we're going to the Bob. Да, как мы и ожидали, Боб. I don't know. I mean, На Боба меняет Ульсан. Yeah, I mean, we have to trust in Ulsan. The I mean, I would say, honestly, if you went back to the Cosme, I think it was working. But you know what? Maybe he wants to change things up. A little more offensive approach, like you said, have those strings, changing up the timing, the staggers as well. Никаких фэнгов, да. Такой редкий турнир, знаете, ни одного фэнга в топ-8. Забавно даже как-то.
Поехали. Сразу же напирает лоу-хай. Так. Найс бэкфист. Хорошо. Как же дакает лоу-хай здорово, а? Отлично, панч-перри. Так. Ага. Вы посмотрите, какой терпеливый лоу-хай. Хелл-свип заходит. Так, плюс. Рвет бросок Ульсан. Рейдж горит. Да, вот он, рейдж-драйв. И перебивает рейдж-драйв лоу-хай своими джебами быстрыми, жесть. Ну, ни черта себе. Ага. Еще один мид. Еще. Так. Вейкап. Васвейн 4. Джебит, джебит. Ульсан. Так. Ай-яй-яй. На Васвейн 4 начал нажимать Ульсан. И кантер-хит заходит. Раунд забирает Ульсан. Хорошо. Джеб-джеб. Вив-паниш есть от лоу-хая. Вы посмотрите, как же прессит, как прессит лоу-хай. Ой-ой-ой, конферм? Да, есть конферм. Отличный конферм от лоу-хая. Так. Отлично. Лоу-лоу. И на сайдстепе на мид поймал Ульсан. Найс. Наказывай, есть наказание от лоу-хая. Оп, оп, окей. Паниш, да. Рискнул Ульсан сейчас. Это поплатился. Так, дэш. О, кантер-хит заходит от лоу-хая. И это смерть. Да. И матч-пойнт для лоу-хая. Так. Васвейн 4. Ага. Трейд. Никому не дал преимущества. Оп, панч-перри, е. Ой-ой-ой, биг-лаунчер как пропускает Ульсан. Стенка, ломай. Ага. Еще один ревелсплат. О, боже мой, какой дамачок. Какой дэмэдж сносит лоу-хай. Это жесть. Ну что, последний шанс, Ульсан. Хороший сайдстеп. И да. Так, рейдж. Сжигает. Так, паниш. Вау. Прочитал лоу-хай этот лоу. Прочитал. И Ульсан хватается за голову. Он сделал этот лоу. Он рассчитывал на это Окиземе, но нет. Нет, говорит, зачем я этот лоу пихнул? О, боже ж ты мой. Вот это да. Ну что ж, 3-0. Ничего себе. И таким образом Ульсан выходит в гранд-финал по лузерам. Выходит вновь на своего оппонента Атифа из Пакистана. Вот это было здорово. Вот это было здорово. Ну что, несмотря на счет 3-0, казалось бы, такой однобокий, односторонний, но несмотря на это, очень близкий матч был. Очень близкий. Каждый из этих 3-0, ну, прям могло, в принципе, Ульсан имел в каждом из этих боев шанс забрать. Ну что ж, Атиф. И у нас впереди последний бой Тайгер Апперкота 2023 и последний бой последнего ивента квалификационного в рамках Tekken World Tour. Лоу-хай против Атифа. Но эти двое прям, знаете, два самых мотивированных в плане получения поинтов игрока в итоге заняли топ-2 как раз таки. Вот что мотивация с людьми делает, ребята. Но лоу-хай прям очень хорош.
в этом турнире. Ulsan having quite the run himself, going 2-0 over Hafiz, as well as Хотя и staying Атив alive тоже. while this Arslan Ash versus Hafiz match was happening. But he took out CBM, his fellow countryman, and before that, of course, we saw AO Richie go down to CBM. Ulsan starting off on that winner's side. Pat Loris going down to Arslan Ash. Just a great tournament overall to be, and seeing people try to get these last bout of points before we head into the finals. Again, big shout outs to everyone that showed up here in the Lumpini Stadium, and also the top 8. Show them some love, follow them on the socials, give them your love and respect, because they have fought tooth and nail to be in this spot, and they gave us some good ass Tekken matches. But we have reached the main event, Steve. We're here at the grand finals here in Lumpini Stadium. Holy smokes, Low High in one corner at the loser's side, and we have Atif here on the winner's side. He's not going to waste any time. He's going to go with the Akuma and the Brian. And the Brian on top of it. So I can confirm that both of these players опа, и еще и бесконечная арена выпала им. Which is great. Atif at the World Tour Finals, Low High at the World Tour Finals. Ну что ж, погнали. Гранд-финал. С Брайана начинает Low High. Arguably the last and the best, but here we go, and we're going to Infinity Jewel. So I have a question, Lumpini Stadium. If you guys would like the current TWT champion to take it, make some noise! And if you want Low High to take it, Так, can I hear y'all make F4 some начинает noise? Атив и Counterhit заходит. Even Steven, like you said. But now, as you said, mask off, limiters off, sleeves rolled up. Low High knows he is on a deficit here. He's on the loser side, but he brings out the Brian Машинган панч. Оп, вау, хорош. Отличный панч от Атифа через однерочку. И вот N4 от Low High. True. Так. And the thing is, he was in that hyperbolic time chamber. He took a rest for a bit, so now they don't have that much footage on it. Вейкап 4, никак не наказал Атив, однако чуть-чуть хп остается уже у Low High. Джебан перебивает, Рейдж горит. Оп, дотянулся. Очень далекая такая ножка у Акумы, дотягивается очень даже. Так, так, конферм есть, хорошо, метр сжигает он, плюс. Так, два раза лоу и ох, вот это найс паниш. Дело в том, что, видите, с While Standing 2, когда прожимает Атив, как это называется, демон флип этот, то можно его за это паничить. О, на сайдстепе поймал при помощи Тацумаки Атив и суперку вкачивает Рейша. Убьет? Все заскейлилось, не убил. Чуть-чуть хп остается. Рейдж драйв, плюс. И он ДП ждал. Он как пить дать ДП ждал. Обратите внимание, что когда Рейдж драйв сделал Low High, он именно что EX ДП ждал. Отличный сайдстеп вправо и вив паниш от Low High. This is 3D we're talking about, folks. You could sidestep that, and now Low High, nice block on the low, red fireball just for plus flames. Отлично присел. But Low High still needs a way to climb. Ой, почти завив панишел. Лоу. Ага, ВСН 4. Орбиталочка заходит от Low High и раунд за ним. Ага. Под корочку. Доделал стрим. Джеб, паниш. Есть Волтен 4-4. Ага, дэвкик. Так. По чуть-чуть, но копит себе метр Атив. Уже почти весь метр накопил. D4. Ага. Ай-яй-яй. D3. О-хоу! Достал все-таки экзовый Тацумака. О, боже мой, это смерть, да. Фокус-атака — это самый больной лаунчер у Акумы. Самый больной комбо-стакер, если быть точнее. 1-0 в пользу Атифа. Так. Будет ли менять персонажа? Сейчас Low High. Сейчас посмотрим.
Sounds like an impossible task, but this is Lohai we're talking about. He's got himself out of crazier situations, and it seems like Steve with the shadow box has worked out. We are going to see some counter hits, some back ones. We're going to Violet Systems. Так, в прошлом бою он взял Шахина против Акумы и проиграл. Сейчас Стива берет. Be more like random. You gotta be more random. Так, погнали. No flow charts here, bro. Violet Systems, really big stage here, banger of a soundtrack. Steve Fox, though, has gotten him so much. He was able to actually control all characters with this character alone. But can he contain Очень жесткий рашдаунер, конечно же. Ну и Лохай уже не раз показывал в течение сегодняшнего дня, что за Стива он умеет держать такой повышенный темп. I want to see what some of your answers are. He had such great answers to deal with, like demon flip and just наказывай. Есть наказание от Лохая. It's been a great thing to see. Also, getting a punish right there from with fireball is actually amazing. D1 машет. That down two was a big. Хорошо отстепливает Атиф. Ага. Так, на степ влево от Лохая. Окей. Так, не рискнул вив-панишить этот вив, потому что далековато было. Смотрите, Лохай как осторожен, а? Так. Найс, как присел под хаем сейчас Лохай. Ага. D3 заходит. Так, так. Ой-ой-ой, D3 Тацумакин еще раз заходит. Так. Нет, нет, не в этот раз. Еще там D3 Тацумакин, но видите, не скомбился, не сконфернился, потому что далековато, дистанция не та была. Кантер-хит, ой-ой-ой. Стенка, есть лосплат. Посмотрите на дамаг, какой сносит Стив, а? Стив это про дамаг в углу, если, ну, в стене точнее. Так, джеб. Выпрыжку. Сбивает Лохай и дожимает он этот раунд, как уверенно. Окей. Так. D3. Угу. Ой-ой-ой. Найс. Хороший сайдстеп от Лохая. Оу, найс. Отлично, лоу перри. Так. Стенка. Да, до стенки довел. Ой-ой-ой, как обманул с вестендингом 2. И паниш. Да, вейкап 4 от Лохая в блок. Ну и, соответственно, запанишил Атиф тут же. Метр почти накопился, 1 баф. Бросок нет, рвет Атиф. Лоу. Так, есть конферм с D3 через FADC от Атифа. Протаскивает. Так. О, отлично, лупери еще раз. Ничего себе. Начинает прям как читать Атиф своего оппонента. Есть вив-паниш, хорошо. Присел под хаем лоу-хай. Причем не первый раз, очень часто он так это хоуминг у Акумы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин, не до конферма. Воу, вот это слоу крашил. Все не так просто. Ну, хотя тут и так понятно, что не так просто. 1-1. Ну, рейтинг на сайте Tekken World Tour. Хам там что-то объясняет Атифу. Ну и Кокома говорит. Так прямо активно жестикулирует. Вообще, вот помните, первый раз они как бы выпрыгнули буквально, Кокома выпрыгнул буквально на сцену, ну, в этот ринг. И, видимо, организаторы сделали замечание тренерам, этим игрокам, что типа, нельзя так делать. То есть, если вы хотите посоветоваться со своим тренером, то подходите к каналу. Мардук. Так. Меняет Акуму на Мардука, Атиф. Интересно. Лоу-хай в топ-19 попадает. Все, он точно уже отбирается.
он и Атиф точно уже отбираются. Ну и, соответственно, Пинья, ну, как бы, выбывает. Так, поехали. Смотрите, как же резво начинает Атиф. Оп, хорошо. И стрейт. Не доконфермил Атиф стрейта. Так. Ага. Маунт тут же рвет. Ой-ой-ой-ой. Есть хайкраш от Атифа. И забирает он очень быстро и уверенно первый раунд. Бросок. А нет, рвет лоу-хай. Так. Трейсинг. Вы посмотрите на это, а. Атиф жмет. Так, такл. И снова такл рвет лоу-хай. Готов он к этим таклам. Жмет у стены. Найс. Есть паниш. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Найс, полез Атиф. И лоу на оки от лоу-хая. Причем затяжной такой лоу. Бросок. Нет. Снова порвал лоу-хай. Так. Выйдет лоу-хай. Так, стенка. Да, стенка есть. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Не доконфермил, блин, чуть-чуть. Из-за того, что предыдущий удар не зашел. Видите, промахнулась серия. Так. Найс паниш. И лоу на оки. Кладет на стену Атиф и забирает раунд. Найс. Воу. Хорошо, Вастенин 2 залетает от лоу-хая. Стенка, есть лосплат. Ой-ой-ой, еще один лосплат. Сколько дэмэджа. Паниш. Стомп прочитан. Так. И ответный лоу тоже прочитан. Так, мид, тихо. Еще лоу. И все-таки рискнул этими лоу, уже пихал до последнего Атиф. Окей. Хорошо, отсайдвокал. И отличный паниш от лоу-хая, вы посмотрите. На стенку кладет. Так. Стоп заходит. Паниш. И перфект. Вау. Ну что ж, 2-1 в пользу лоу-хая. Вот это да. Ну что ж, будет ли возвращаться обратно на Акуму Атиф? Вот в чем вопрос. Что-то ставка на Мордука не очень сработала. Но он еще и достаточно линейный, на самом деле, в ряде случаев играл. Итак, остается на Мордуке. В принципе, запасной сет у него еще есть. Ну, у него это у Атифа. Да, у Атифа. Так. Нет. Ой-ой-ой-ой. Найс. Хорошо. Вау! Хотел такл получить Атиф, да не тут-то было. Лоу-хай выпрыгнул. Так. Хай крашнул Атиф. Окей. Найс конферм. Перележать решил лоу-хай, и это была его ошибка. Вообще, да, перележивать против Мордука, против Кинга, против Армор Кинга очень и очень опасно. Ой-ой-ой, какой трейд зашел в пользу Атифа. Бам-бам. Наказывай. Есть наказание от лоу-хая. Так. Бросок. Не рвет. Не рвет Атиф. Конферм. Хороший. Найс. Вот это доконфермил лоу-хай. Такл. И так. Все. Вы посмотрите, лоу-хай рвет. Оу. Лоу и мид. Еще раунд в пользу Атифа. Ой-ой-ой, кантер-хит. Отлично, лоу-перри от Атифа. Так. Так, он рвет. Лоу-хай на этот раз.
Так. Есть паниш. Окей. Анблок. Так, наказывай, есть наказание от Лоухая, и один пиксель остается у Атифа, да, нажимает. Там уже в этом прессинге очень тяжело выжить у Стива. Так, найс. Паниш, ой-ой-ой-ой, как отцепил здорово Лоухай. Найс. Так, плюс на блоке. Стоп, мимо. Наказывай. Есть наказание. И Лоу дожимает Атиф. 2-2. 2-2. Ну что ж. Отыгрывается и арену поменьше берет сейчас Лоухай. Один бой остается Атифу для того, чтобы добить, дожать и выиграть этот мастер-ивент. Напоминаю, что в принципе это не принципиальный вопрос победы здесь, потому что они оба уже получают место в финалах Tekken World Tour. Но все равно. Это не значит, что здесь можно расслабляться и просто лавки вверх поднимать. Так, погнали. Ай-яй-яй. Бросок. Не рвет Атиф. Жесть. Как же Атиф пользуется этим инструментом. Оп. Так. Хорошо. Контрхит заходит от Лоухая. В этом проблема у Мордука, конечно. Контрхиты эти. Плюс. И Стомп залетает. Да, дожимает Лоухай раунд. Окей. Так. Наказывай. Маунт рвет регулярно, причем Лоухай. Лоу. И бифпаниш. Прекрасный бифпаниш от Атифа. Ага, задетектил он. И нет, до стенки далеко все еще. Чуть-чуть ХП остается. И есть паниш от Лоухая. Рейдж драйв. Поблочил Атиф. Ой, хорош. Поблочил. Все поблочил. Найс. Так. Unblockable. Заходит от Лоухая. Еще прессинг. Ой-ой-ой, нет, пауэркраш мимо пролетел. Успел заэвейдить Лоухай. Контрхит от Атифа. Тихо. И этот Лоу прочитал Лоухай. И это ресет брекет поинт для него. Так, паниш. Есть паниш от Лоухая. Нет, наказывай, есть наказание. Ой-ой-ой, как же прессит Лоухай. Ну что, Атиф? Еще плюс. Лоу заходит. Просто жесть. Вейкап 4. Паниш. Ага, Стом поблочил Атиф. И наказывает. Стенка. Есть волсплат. И не рвет Лоухай этот бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что ж, это торнамент поинт для Атифа и ресет брейкинг поинт для Лоухая. Так, тихо. О, лаунчер заходит! И это конец? Да, это смерть! Нет, не добил, но Лоу залетает до 4 от Атифа. И да, он чемпион Thaiger Uppercut 2023, последнего мастер-ивента и последнего вообще ивента Tekken World Tour. Ну что ж, представитель Пакистана, игрок за Мордука, игрок за Акуму, игрок за Боба выигрывает этот турнир. Лоухай сегодня только второй, но в принципе этого тоже ему достаточно для того, чтобы отобраться на финалы Tekken World Tour, друзья.
Просто жесть. Какой же матч. Отличный турнир мы увидели, друзья. Так, и таким образом. Make it to the TWT or back to the TWT. It's been a minute since we've seen Lohai make it to that stage, and I would love to see him do it again. And he has, especially with his performance this weekend. Obviously, it's crazy that the returning champion has to qualify for the finals once again. Получается, у него сейчас 570, за мастер-ивент ему накинется еще 400, это значит 970 поинтов. Ну, солид, очень прям сильно. 970 поинтов, и он поднимается на 6-ю позицию, кстати говоря. То есть Атиф выходит на 6-е место в рейтинге после Ни непосредственно. Ну и, в принципе, все финалисты известны. Финалы Tekken World Tour таким образом попадают следующие игроки. Это Арслан Эш, это Ульсан, Черри Бариманга, Джон Дин, Ни, Рангчу, Джока, Анакен, Даниэль Мадо, Раев, Кокома, Ао, Чикурин, Тибетана, Джой Фьюри, Супер Акума, Бук, Атиф и Лоу-Хай. Вот 19 игроков, которые выходят по глобальному рейтингу финала Tekken World Tour, который состоится 13 и 14 января 2024 года. Ну и последний 20-й слот, как вы помните, занимает игрок, который выиграет Last Chance Qualifier, который пройдет за день до финалов, то есть 12 января. Ждем церемонию награждения. Ну и Лохай, я пока посмотрю, сколько он заработал поинтов. Так, за второе место он получает 300 поинтов, с учетом того, что у него там мастер-ивент 200, 600, 801 поинт, короче, у него. У него 801 поинт, а это значит, что он... 801 поинт на 13-м. На 13 месте завершает в глобальном рейтинге. Мадагаскарец? Не. Он и так уже понятно, что он не пройдет, потому что он перед этим турниром занимал 19-ю строчку. И уже понятно было в первый день, что он как бы не удержится на 19-ю позицию. То есть мадагаскарец Йондаем в итоге остановился на 21-й позиции, на 21-м месте. То есть Йондайм из Мадагаскара и Пиня из Японии, они не проходят в топ-19. То есть их места, как бы, их вытесняют как раз таки Атиф и Лоу-Хай, которые выиграли топ-2 в этом турнире. Так что, но мадагаскарец очень долгое время держался в этом рейтинге, держался в топ-19. Очень долго время. И причем, знаете, что самое смешное? В принципе, он мог бы пройти, если бы он на челленджер-ивенте, он просто только на одном челленджер-ивенте бывал, это Кейптаун Шоудаун, и он там 7-е место, потому что это в Африке было, и он там 7-е место занял. А в принципе, если бы он выше в этом Кейптаун Шоудауне занял бы место, если бы, то он, в общем-то, мог удержаться и удержать победную строчку. Last Chance, ну, скорее всего, нет, не выйдет, потому что вряд ли он вообще приедет на Last Chance, потому что, ну, камон, из Мадагаскара ехать в США, ну, это достаточно, в денежном плане достаточно затратное занятие, скажем так. Он не просто так не ездил никуда дальше Африки, то есть он же как раз-таки все свои поинты получил благодаря доджи-ивентам, которые все организованы были в Африке, то есть на африканском континенте. И, соответственно, он только один челленджер-ивент и посетил, который Кейптаун Шоудаун, который в Африке проходил, в Кейптауне непосредственно. Так что
я не думаю, что он куда-то там поедет. Ну, то есть на финал, ой, на Last Chance Qualifier в США. Нет, не поедет. Иначе бы, если бы у него была возможность ездить, он бы ездил по другим ивентам, собирал бы очки. Ну что ж. Okay, so we get to go ahead to commentate the awarding ceremony. Shoutouts to the церемония награждения. Shoutouts to Bite and Mint, by the way. Yeah, man, for sure. Definitely been showing me around since I've been here in Thailand. My second time back. I've been having a dope time, bro. Dude, Thailand has definitely been a pleasure to go around, eat food, hang out, see the sights. Ox privilege. Right? I got ox privilege. That's crazy. Oh, wow. It scared me. Ребята, ну вот зачем вы портите мне как бы впечатление? Ну я же собрался смотреть. Ну, блин, зачем? Ну зачем вы так? Ну ёлы-палы. Почему вы такие... Ну я же попросил ничего не говорить про турнир по стритфайтеру. Ну ёлы-палы, зачем? Итак, 7-е место занял великобританский игрок за Лео Айоричи. Также 7-е место местный герой Патлорс, игрок из Таиланда, собственно, игрок за Лили и Лаки Хлою. Он дошел до 7-го места. Это лучший результат из местных игроков, из таиландских игроков. Ну и то, что он дошел до топ-8, это, конечно, вообще чудо. 5-е место занимает Черри Берри Манго, игрок на Ноктисе. Ой-ой-ой, посмотрите, он прям вкатился в ринг. Игрок на Ноктисе из Южной Кореи. Не ушибся, говорит? Также 5-е место занимает Арслан Эш, игрок за Кунимицу Юзефина из Пакистана. Да нет, за Степлика. Так, 4-е место. Хафиз Танвир. Молодой, перспективный игрок из Пакистана за Клаудио. Ну, конечно, невероятно то, что он ворвался в топ-4, при том, что здесь куча просто суперсильных игроков было. 3-е место. Ульсан, игрок за Боба, игрок за Казуми из Южной Кореи. Fell against low high, but I mean, gave us some good as Tekken matches. 2-е место. Лоу Хай, игрок за Стива Фокса, Брайана Фьюри, Шахина из Южной Кореи. 2-е место. И таким образом он обеспечил себе выход в финалы. В принципе, цели он своей достиг. Ну и, конечно же, чемпион. Чемпион, пока что действующий чемпион Tekken World Tour 2022 и чемпион Thaiger Uppercut 2023 Атиф Бат, игрок из Пакистана за Акуму, за Мурдука, ну и за Боба. И фирменные боксерские трусы, так сказать, говорит, можешь надеть их. Между прочим, другие чемпионы, ну, по другим файтингам не надевали трусы, они просто как бы держали как. Но Атиф такой, а чё, мы не стремаемся, трусы одеваем, все, боксерские трусы, все. Такие нормально сидят, пацаны, все окей, даже хочется сразу подраться в них. Нормально. Ну что ж, вот они топ-8, ребята. И на этом Thaiger Uppercut 2023 заканчивается. Я надеюсь, вам понравился этот турнир. Еще раз напоминаю вам, кто вышел в финалы Tekken World Tour. Арслан Эш, Ульсан, Черри Берри Манго, Джеон Дин, Ни, Ранг Чу, Джока, Анакен, Даниэль Мадо, Раев, Какома, Ао, Чипкурин, Тибетана, Джой Фьюри, Супер Акума, Бук, Атиф, Бат и
low-high. Эти игроки заняли свое место, получают слот финалов Tekken World Tour, которые состоятся 13 и 14 января 24. Обязательно присоединяйтесь к моему рестриму, я обязательно это дело буду рестримить, так же, как и Last Chance Qualifier, который состоится 12 января. И, соответственно, я с вами на этом, ребята, прощаюсь. Через Last Chance Qualifier отбирается только один игрок. Ну, победитель Last Chance Qualifier, собственно. Он займет 20-й непосредственно слот. Ну что ж, ребят, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравился Thaiger Uppercut 2023. И это был последний мастер-ивент и последний вообще ивент в рамках квалификации Tekken World Tour 2023. Ну и, собственно, уже следующий турнир по Tekken мы с вами будем смотреть непосредственно финалы. Непосредственно финалы 12, 13, 14 января. Так что отмечайте в своих календариках, приходите на рестрим и обязательно смотрите, болейте. И мы с вами встретимся в следующий раз.